Так, ну что, мы продолжаем. Еще раз всем здравствуйте. Здравствуйте, друзья, мальчики и девочки. Добро пожаловать на канал. Ну что, у нас третий DLC под названием «Уже не шутки». Продолжаем с вами Шерлока Холмса. Так. По факту тут одно задание. Но мы сегодня, не знаю, часика 3, может быть, побегаем, поделаем еще какие-нибудь побочные квесты. Точно мы, наверное, сделаем Остров Сокровищ, второй этап. У нас с вами вот, уже не шутки, это как бы первое. Уже не шутки. В Гранд-Сарае во время магического представления ограбили 3 дома. Этим делом уже занимается полиция, но, похоже, без результата. Вот, будем смотреть. Выполним вот это. Так, это у нас там. Это примерно тоже понятно где. Вот это не знаю. Такое чувство, что вот здесь мы где-то были. Фонтан. Ну, точно давай сразу вот это. Башня у моста. Башня у моста. Это, я так понимаю, нам вот сюда нужно куда-то. Эту башню мы... Вот эту. Нужно, скорее всего, еще столб с ножами, наверное, сделать. Так, подожди. И типа вот туда, и он показывает, что куда-то туда. Возможно, вот сюда. Тоже нет. Очень странно. Но явно вот они, две башни. Could you help me? My family is starving because of people like you. Go away. Вы не говорите, что вам нужно отсюда уйти? Another treasure Хорошо. located. Let's celebrate. Так. Есть контакт. Мост. Вот этот мост. И под него такое чувство, что это вот один из... Мне все-таки кажется, это вот, по-моему, вот этот мост. Давай посмотрим. Очень такая специфичная расцветка у моста. Ну как, не, блядь, не расцветка. Фото черно-белая, расцветка, да, хорошая. Хотя... Не тот мост. Скорее всего, возможно, даже вот этот греческий, значит. Просто здесь... Не показано, да, что к нему есть, например. Did you hear? Another sailor's drowned on the beach. Ага. Так. Сказание о сиренах. На побережье неподалеку от кладбища нашли утонувшего моряка. Поговаривают, во всем виноваты сирены, но, разумеется, это предрассудки. Или нет? Интересно.
And the kiss, man. А, ну вот, собственно, это It's и the есть. work of the siren, I'm telling you. Так, ну это тоже не тот мост, кстати. Или, может быть, он с другой стороны. Вот с другой стороны похож. Ну, можно тогда, в принципе, сделать как раз сейчас, раз мы здесь. Кстати, наш дом, да? Не наш. Sherry, I think we're getting the hang of this. Хорошо. Так. Ну, давай. Ну, пойдем тогда осмотрим. Here to gawk at the bloater? Not at all, officer. Perhaps I can help. Help with what exactly? Solving an accident? Fellow drank himself to death, literally. Case closed. It's not the first case, neither. A few days ago, another drunken sailor drowned himself in a fountain. What can you tell me about the other sailor? Nothing to tell. Some rich chap complained about a dead body in a fountain. Wasn't me who inspected the scene, though. Should have gone easy on the bottle, if you ask me. They get to shore, they start drinking like fish. Too bad booze doesn't make them grow gills, eh? There's talk on the streets that a siren could be responsible for the drownings. A siren? You mean the bird woman kind? Why, of course, we got sirens aplenty round here. Harpies, too. Oh, please. I would like to take a look around. Go ahead. Just don't disturb the evidence, all right? I still have to write my report. Так, давай смотреть. Бам-бам. Так, место преступления. His whole body is tense, stiffened by rigor mortis. A kiss on the forehead is quite intimate, but the vulgar lip rouge suggests a different type of intimacy. Interesting. The face is frozen in a contorted smile. His fingers are clenched as if he's clutching to life even now. Worn, soaked boots, size 8. Something smells fishy here, and it's not brine. Так. Мутное, и мы не про воду. It's a good thing the tide hasn't washed away the tracks. I should inspect them more closely. Кулички лепит. Блять, я тебя понял. The water is shallow and the slope is smooth. One would have to be dead drunk to drown here. Siren's song. The rumors weren't so absurd after all. There's still some left, just enough for a tipple. Так, образец вина. Давай сделаем экспертизу. Прикольно то, что химическим анализом они не ограничились только в основном прохождении. То есть в побочных тоже вот оно присутствует. Так, если мы сделаем вот так вот, и, например, в 2 раза. Бах, 4. Нужно...
Если, например, 6. Минус 3. Будет 7. Понизить, повысить. Ну, типа, давай вот так. Но это будет как-то очень странно. Минус 6. А здесь... Типа еще понижаем. Бах, минус 4. Ну, типа вот так вот. Жестко. Так, в осадке содержится цианид. The sediment contains cyanide. It turns out he was poisoned. Didn't the copper say that fellow drank himself to death? Туфли с каблуком 3,5. Старые ботинки размер 8. Тяжелые полицейские. Что-то еще? 3 пары обуви. Just get on with it. Just get on with it. Так. A bright red lip rouge mark. Light tobacco with a hint of citrus. What now? I've still got my report to write, so make it quick. I hate to break it to you, officer, but it wasn't an accident. Care to elaborate, smarty boots? The bottle of wine I found near the victim had been poisoned with cyanide. He was dead before he hit the water. Whoa, that's a twist. Any leads on the poisoner? Nothing to put my finger on, but I might need to inspect the other drowned sailor. Well, of course I won't stop you. It's not my case anyway. We had a complaint about a body in a fountain. Can't have bodies laying about in fountains, can we? It was somewhere in Scaladio, as far as I know. You think they're connected? That is what I intend to find out. Thank you. Так, где-то в Скаладе. То есть нам нужно... Еще один моряк утонул. Значит, нам нужно идти в полицейский участок и смотреть картотеку. Так, Скаладиум. Жертва. Преступление против личности. Некий моряк утонул в фонтане общественного парка на пересечении Харбор-авеню и Баскер-стрит в Скаладе. В момент смерти жертвы положительно было состояние пьянения. На щеке погибшего обнаружен след красной помады. Харбор и Баскервиль-стрит. Харбор и Баскервиль-стрит. Харбор и Баскервиль-стрит. Так, Баскервиль-стрит. Так, подожди, у меня где-то... ну это прям здесь, кстати. Прям рядом с полицейским участком, чешо. Кстати, по-моему, где-то здесь.
Такое чувство, что здесь еще и... Подожди, такое чувство, что здесь еще и... Тут почти похож. Ah, look, they drained the fountain and removed the body. I'm too late. No matter, we'll work with what we have. Но это не то. Немного не то место. Ну да ладно. The victim won't be needing his cap anymore. I might as well take it. Угу. Drained to the last drop. This wine, again. Don't sailors prefer spirits? Ugh, the litter bin is right there. A cotton shawl, could it be our sign? Хлопковая шаль. Ага. Так, предупреждение. Экли, мне стало известно, что при осмотре тела преступления вы систематически оставляете без внимания важные улики. Подобная невальность для полицейского недопустима. Не удивлюсь, если эту запись вы где-нибудь потеряете. Это последнее предупреждение, Экли, я не шучу. Начальник полиции Донован. A broken bottle with no label. Last week's newspaper, the front page reads, "Sky's the limit, Governor funds Arsenal's second airship." A bright red lip rouge mark. Light tobacco with a hint of citrus. Такая же сигарета. Drowning in a 2 feet deep fountain. I've seen some things, but this really takes the biscuit. Блять, ладно, по колени. Можно утонуть, блять, и по щиколотку. Так. Что-то еще? Здесь мы осмотрели, здесь мы осмотрели. Здесь мы осмотрели. Там какая-то вилка, спички. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Может ли здесь быть что-нибудь? Дело убрали, но полиция могла что-то упустить. Ага. A worn leather tobacco pouch, salt stained from a long time at sea. Так. Начнем с первого. Получается, столкнуло. Так. Но она курила. Что-то везде она это самое. Так. Наверное, вот так. This sailor is another victim of the same woman.
She poisoned him and pushed him into the fountain to make it look like an accident. Sherlock, the spot where you fell, I saw something. Maybe you should take a look. Я уже, блядь, это заметил. Тут и вот и спички. A water-soaked matchbox from the Drinking Dutchman. Must be a local pub. Blimey, the great detective is baffled by a piece of cutlery. Venetian copper soldi. Authentic, but worthless. Так, некий паб. Коробок спичек. То есть где-то нужно с кем-то пообщаться насчет этого. О, кстати, морячок. Excuse me, just one question. You're asking the right person, sir. I'll gladly help. Так. Голландец. Так. Паб находится на юге Сильвертона у моста Виктории. Юг Сильвертона у моста Виктории. Хорошо. Not looking for. Not in the mood for chit chat. You sure you're in the right place? We don't serve cocktails here. I'm looking for information about a sailor who recently drowned in Scaladio. Would you happen to know anything about him? Maybe, maybe not. Why would I talk to a landlubber about it, eh? All right then, have it your way. Get lost. I'm having a tete-a-tete with my rum. С сухопутной крысой общаться. Я тебя понял. Так, ну что, матрос. Ага. Бля, я еще и пират, короче. Ебать, ну что, я похож на того, кто тебе нужен? What can I get you, mate? Nah, I'm good. Don't want to end up like that guy who drowned in the fountain after having one too many. Aye, I know the fella. Shame, damn shame. But let me tell ya, it wasn't the drink that got him. 'Twas a curse. Let me guess. It had something to do with the siren? No way, mate. That's just a daft superstition. I'm talking about a real curse here. He was from HMS Achilles. Some British schooner, nothing special. Except one of them Jack Tars shot an albatross. Everyone knows it's bad luck. Everyone. The dimwit brought the curse upon his whole crew. 3 are dead already. Wait, I've heard of only 2 such accidents. Are you saying that another man drowned? Drowned or not, they've all kicked the bucket. Just this morning, another member of the crew was found dead. It's a curse, I'm telling ya. Now we're obliged to find. It must indeed be the curse, but how do you know all that? Why, he told me the whole story himself. The victim told you? His crewmate, the one who killed an albatross, Harry Thorne. He's renting a room upstairs. Every day, he gets completely rat-arsed, raving on and on about the bird around his neck. He's sleeping it off right now. But when the blighter wakes up, it'll be the same thing all over again. Do you have a free room? Certainly do. Dirt cheap. Here's the key. Go pick anyone you like. Так, хорошо. Бля, мне определенно нравится. Мне определенно нравится музыка, которая здесь играет. Так, свободные комнаты. Oh, it smells of stale cigarettes and damp bed sheets.
Not exactly the best place to stay in town. Oh, the smell alone makes me feel groggy. The photo of the cursed crew. Here's Thorn, and right next to him, our first drowning victim. Crew of HMS Achilles, Cordona, 1879. The same as we saw earlier. She's pretty free with her kisses. Perhaps too much for her own good. Так, мой милый Гарри, письмо от Элизы. Ты, наверное, меня уже не помнишь, зато я помню тебя, как забыть ту ночь, полную страсти. Я узнал, что ты снова на острове, может, навестишь меня в саду наслаждений. Обещаю, ты не пожалеешь, о деньгах не беспокойся, ты для меня особый клиент. Now we walk into a trap, guns blazing. The game is afoot, Sherry boy. Well said. I Oh, think I'll she's really borrow gone that on a line from binge. you, old chum. He's out cold. No use trying to wake him. Так, окей, все улики найдены. Так, но в остальных мы были. Так, что-то еще? Так, нужно будет переодеться как он. Take care, lad. Is this familiar to you? Ah, I know this, yeah. Let me help you. Так, сад наслаждений. Южная часть Грейдж-стрит, что в Сильвертоне. Так, а вот это что? Мы узнали, что за клубом огромный воробей на Квин-стрит около пересечения с Глори. Нашли мертвого еще одного моряка. Джон просит узнать, что произошло. На Квин-стрит около... Так. Так, получается, мне пока нужно что? Убрать вот это. Снять шляпу. То есть что-то I'm типа... shipping up to Boston in a few days. May I ask for your assistance? I don't know, but I'm sure there are others who'd be glad to help a fella in uniform. Hello. Fresh air, finally. Is this familiar to you? I don't know, but I'm sure there are others who'd be glad to help a fella in uniform. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Южная часть Грейдж-стрит. Так, окей, сад... Так, подожди, это сад наслаждений. А нам нужно на Квин-стрит с Глория Лейн Скаладио. Глория-стрит с Глейн Скаладио. Так, вот, Квин-стрит. Давай сюда. Черного моряка нашли мертвым за клубом «Огромный воробей» на Квин-стрит около пересечения с Глория Лейн. То есть либо вправо, либо влево. Я думаю, вряд ли сюда. Наверное, лучше вон туда пойти. За клубом.
это мы? Я не вижу, кстати, Тиару. Квин Стрит. Лорел Лейн. А, подожди, с Глория Лейн. Блять, это вообще... А, вот он, блять, господи. Что-то Лорел, я вообще не туда пошел. This place stinks of urine and cheap alcohol. Be my guest? Well, if it ain't Mr. Smarty Boots. Guess what? You were right about the poisoning, but this time I'm ahead of the game. We've got another homicide on our hands. Same method, same everything. See for yourself. А, ну спасибо, то есть, да, хватило мозгов сопоставить улики. Ну вот раз смотри, кирпичом ёбнули. A sharp, bloody rock stuck deep in the mud. The officer must have rolled the body over. He suffered a head wound. There's caked blood in his hair underneath all the mud. An empty bottle of rum. There'd be no sirens. Looks like he slipped. This was clearly an accident. What did I tell you? We've a killer on the loose. I knew it. That may be true, but this here is very clearly an accident. The victim slipped and hit his head on a rock. I would have thought it obvious. Oh, you've got to be kidding me. I thought I had all this sewn up. But you just had to come along and make me look like an idiot. I hope you're happy now, genius. Just move along. So it was a curse after all. The curse of clumsiness. I hope it's not contagious. Так. Спор с Джоном выиграл. Снятое проклятие. Окей. То есть теперь нам нужно вот сюда. Южную часть Грейдж-стрит. Сад наслаждений. Так, окей. В сад наслаждений. Ну, получается, прическа. Блять, может быть... Зайти все-таки, да? Давай посмотрим. Может быть, у нас что-то будет, что нам потребуется для задания. Another knife. Nice of all. Let's pick something that suits you. Форма моряка. Не знаю, может быть, потребуется. A good choice. A good choice. Out on the best carpets on the island. Merhaba. It's a good day for a purchase. May your purchase bring you joy. Don't pass by. Welcome. Так. История. Я вместо какие-то вещи и привязал. Ага. Окей. Так, ну... Блять, вроде похож, вроде нет. Так, ладно. Сад
наслаждений. Где он находится? Южная часть Грейдж-стрит в Сильвертоне. А, ну типа район красных фонарей. Да. Девочки. Come on over, lovey. Don't be shy. I can see you're off for some fun. Madame Pauline will see you right. Girls, boys, a Мальчик. bit of both. Whatever tickles your Жестко. Так. I'm looking for the girl who wrote this letter. Perhaps you know who she might be? Let me see. No, I don't know, lovey. I have a Lizzie here, but I doubt she can even spell her own name. And what's all this nonsense about a special client? This is a business we're running here, not a charity. I don't see what you're getting at. I don't see what you're getting at. What's that got to do with me? What's that got to do with me? I don't see what you're getting at. Cannot help you with this, lovey. Cannot help you with this, lovey. I'm looking for a specific girl. This is her shawl. Do you have any idea where she might be? Ah, I know who you mean. It's the goody two shoes down the street. She's not one of mine, though. She's not even a working girl, if I say so myself. Trust me, lovey. We'll give you a much better time. I don't doubt it, Mom, but I have to see her first. Thanks for your help. Так, Элиза. Слова мадам Полин Шаль принадлежит девушке, она недавно видели поблизости. Ты что ли? Sorry, you're not my type. Sorry, you're not my type. Ну, то есть вот. Борода есть. Волосы. Рынок скалади. Я просто не понимаю, а что у него... Да, такого. Шрам, может, какой-то, но я его не особо вижу. Come, cloak the finest clothes for the finest citizens.
perfect choice. Не знаю, зачем я это все купил. Принт под старика, под художника, лицо в шрамах, синяк под глазом, роскошный макияж, неброский макияж. Лаш. Блин, может быть, все-таки фишка-то в шляпе? Не знаю. Не зря вот указывают, что, ну, типа. Harry, it's you. I knew you'd come. It's been so long, but you haven't changed a bit. I don't suppose you remember me, do you? You must be Eloise, yes? I got your letter. Wonderful. No point beating around the bush then. I've missed you, love. I wonder if you still have your prowess. Why don't we go to my place for some wine and something extra? I'd love to, but I have something to do first. I'll be back soon. Please, don't be long. Так. Let's go, Harry. How could I refuse such an offer from a pretty girl like you? Let's go right now. Wonderful. Follow me. It's not far from here. Well, here we are. Make yourself comfortable, love. There's wine on the table. You should have some. Loosen you up. Bring out your naughty side. Won't you drink with me? Absolutely. I'll join you in a minute. I just need to powder my nose. All right then. I'll be waiting for you, pet. Did you just call her pet? Seriously? Boy, you are truly hopeless, Sherlock. Siren's song. She is consistent, I'll give her that. The bottle was open and the cork replaced. Hey, if you want to keep this stupid act up, you hurry up, she'll be out any second. HMS Achilles, Friday, 5 p.m. She prepared for their arrival. The beloved child of a rich family. Письмо от матери. Дорогая Лиза, высылаю деньги, которые обещал в прошлом письме. Твой отец до сих пор винит тебя, но я знаю, что ты ни в чем не виноват. Он меня не слушает, но я вижу, что он очень по тебе скучает. Доченька, я тебя прошу, вернись домой. До тех пор я буду о тебе молиться, твоя любимая матушка Рэйчел Эспосто. And done. No hard feelings, Mr. Fickus, right? Come on, hurry up. This lip rouge looks good on her. Just saying. Ah, she's smoking citrus-flavored cigarettes. The dots connect. White powder with a bitter almond-like odor. These are no smelling salts. It's cyanide. Николиза, еще с одним покончено. Я думала, что мне станет легче, когда я буду наблюдать, как от него идет рябь по воде. Но я ничего не чувствовал, ничего кроме своей боли. Вот бы воспоминания могли исчезнуть, как эта рябь. Как бы я хотела забыть тот грязный переулок, страх, беспомощность, то, как их руки шарят по моему телу, никак не отмыться от их прикосновений. И даже их смерть не приносит утешения. Но отступать поздно, остался всего один. Oh, here she comes. Sorry for making you wait, sweetie. I hope the wine has kept you good company. Oh, yes. I needed to wet my whistle real bad. Splendid, Harry. Bravo. Refreshing, isn't it? Now let me refresh your memory as well. I don't feel so well. As well you shouldn't. But don't worry. It'll be all over soon. It won't hurt. Much. At least not as much as when you and your friends forced yourselves on me.
Not as much as when you ripped away my clothes, my dignity, my life. I've hated you with all my heart. But not anymore. Now I forgive you. Truly I do. Let me kiss you goodnight. Now, that would hardly be appropriate, miss. Wait, what's happening? It's time I drop my act. This beard is false. I'm not Harry Thorne. Oh, I see. You're from the police then, yes? Here to question me? There's no need. My name is Sherlock Holmes. I know that you killed Thorne's crewmates, and I know why. Well, Mr. Holmes, you can save your breath. I won't deny a thing. But please, stop tormenting me with this farce. Do what you must. Ну, блядь, ну по факту... Вот опять же, да, убийство есть убийство. Убила, понеси наказание. Но, знаешь, что они ее изнасиловали? Вот опять же тоже докладывать... Что, типа, я доложу о вас. Окей. Она убила 3. Но у нее был все равно стимул. То есть полиция как? Она... Пойдет, я не знаю, там, навстречу, не навстречу, что? Ну, мы же Шерлок Холмс, поэтому... I'm afraid I must turn you into the police, miss. Ай, блядь. The police, you say? The police who didn't lift a finger to bring my abusers to justice. How are they any better than those animals? No, I won't give you the satisfaction. Feels bad, man. Окей, так, ладно. Что мы знаем еще? Вот эта вещь. Где-то на железной дороге. Во-первых... Блин, все-таки под эту фишку шляпа ему не идет. Вот котелок, либо это самое. Ну да. Так, я думаю, что это где-то здесь. Не знаю почему. Просто опять же, я что-то... Давай, блин, пройдемся тогда вдоль вот этой херни. Я ни разу вот в этой части не был. Где... А, подожди, там какая-то развилка, что ли, должна быть? It looks as though someone or something has escaped. The statue of a buckled cage inside a city full of criminals. Let's take a closer look, Sherry. Кормушка для птиц, окей. Пробегусь-ка я по... Ну, судя по всему...
Нужно еще где-то трубы. Сверху. Есть какая-то развилка. А есть у нас где-то развилка? Подожди. Судя по всему, развилка, она вот здесь. Да. Микроразвилка. Или что это? Не здесь. Подожди, вот. Получается, вот сюда. Есть контакт. Когда добыча серебра стала приносить стабильный доход на острове, построили железную дорогу. Она была необходима, чтобы перевозить между портом и рудниками руду и инструменты. Затем серебряная лихорадка закончилась, и железная дорога стала бесполезной. Ходили слухи, что ее переоборудуют под трамваи, но никто на острове в это не верит. С прибытием губернатора и развитием туризма этот проект может наконец получить развитие. Так. Дорога в никуда. Вот это. Такое чувство, что это где-то вот один из вот этих. То есть это где-то внизу. Sherry, I think we're getting the hang of this. Окей. Вот, кстати, вот это похоже на рудники. Так, закрытие рудников, загубленные жизни. Окончание серебряной лихорадки обрекло рудники на закрытие. Потерявшие работу шахтеры пытались выжить на скудные сбережения. Те, у кого запасов не было, закладывали последнее имущество. Хуже всего пришлось тем, кому нужно было кормить семью. Отчаяние и страх наводили улицы, и преступность стремительно начала расти. Но не отчаивайтесь, наш неутомимый губернатор обеспечит работой всех желающих. Так, кормушка для птиц. Посмотреть его поближе. И вот начинается, да, вот непонятные вот эти вещи. Я думаю, как говорится, никто не обидится, если мы сделаем немножко... Не то чтобы по-умному. Так, это нашли. Вот это, скорее всего. Ну да. Подожди. Так, вот это вышка. Туда.
found the treasure. You and I make a good team. Так. Так, мы это делали. Это было. Это было. Это было. Скорее всего, вот это. Еще раз где? Рядом с этим. Опять склеп. Ну да, похоже, вот это большое дерево. Подожди. Получается, в дальнем от... Так, а происхождение названия. Старейшая часть Кордона. Когда-то была рыбацкая деревушка, ютившаяся на скалах. Название района искажено выражение «скала Дидио», что означает «лестница к Богу». Надо сказать, что даже местные жители порой устают от его постоянных спусков и подъемов. Но именно уникальное наследие делает Кордон настоящей жемчужиной Средиземного моря. Помогите нам сохранить ее чистоту и доброе. Окей. Вот эта вещь. Получается она. В старом. Не похоже, да, получается это. А, нет, это не старый город, это рядом с Нижним мостом. Где-то вот здесь. Вот сюда куда-то надо. Мальтийский сокол госпитальеров. Во время французской оккупации Мальта Кордона стала временным пристанищем для госпитальеров. Однако великий магистр ордена не пожелал платить дань британскому монарху, сочтя подобные требования несправедливым. Он нарушил древнюю традицию, а чтобы последователи поняли его замысел, спрятал сокровище золотого сокола где-то на Кордоне. Губернатор Синклер напоминает жителям, что если сокровище когда-либо будет найдено, оно считается собственностью короны. О любых находках необходимо сообщать властям. Nice find. It was well hidden, but no match for this dynamic duo. Так. Получается, вернуться к этому челику надо. Treasure maps from the governor. Я получил новые фотографии. And come back for more. Номер 3. Жестко. Но номер 3, я думаю, мы будем делать, например, на следующем. Порт. Разрушенный мост. Ну, здесь вообще просто чем дальше, тем интереснее. Ладно. Вот. Делаем вот это. Гранд-сарай во время магического... Так. Ограбление дома. Раз ограбление, значит, идем смотреть, что это вообще такое. С чем мы имеем дело.
сколько мы часочек покекали. И выполняли разного рода немного допников. Так, Гранд Сарай. Кража. Магическое представление. Так. Документы. Так. Заметки полицейского. Выслать отряд на расследование ограблений по этим адресам. Важно, надо присмотреться к фокуснику, блистательному Алонсо. Он как-то со всем этим связан, начальник полиции Донован. Дом леди Грубер ограбили во время... Так, ну давай. Находится между... В Гранд-Сарае, Галифей... На Галифее Бельведер Бонанза. Бельведер Бонанза Галифей. Бельведер Бонанза. Так, может для начала что-нибудь спросим здесь? Any progress with the case, Mr. Holmes? Так, Галифей-стрит. Галифей-стрит внизу. И Бонанза. Окей. Куда вышли? На Галифее между Бельведер и Бонанза. Окей. Can I ask you a question? Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. Мне кажется, должны быть где-то полицейские. Help me, please. A solid question, sir, but I don't have the answer. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? And dressed as what? С другой стороны, может быть, вот эта открытая дверь. Да, дом леди Грубер. В смысле, они стоят прям рядом, и им ничего не известно, блядь. Who do you think you are, barging in here like this? Another hack writer from the Chronicle, here to mock my misfortune. I will not tolerate your lampooning. I have no intention of mocking you, and I am no hack writer. My name is Sherlock Holmes. Holmes? The name sounds familiar. Are you perhaps related to that brilliant young man, Mycroft Holmes? My late husband, Sir Ralph, spoke very highly of him. Yes, indeed, he is my brother. I am sorry for your loss, Lady Gruber. Loss isn't the word for it. It's an outrage. It was a black pearl necklace, not some mere bauble. Actually, I meant your, never mind. What happened exactly? What happened? I was robbed, for heaven's sake. While my guests and I were enjoying the amazing Alonso's show, a thief broke in through the window and stole my necklace. Do you suspect anyone? One of your guests, perhaps? Good heavens, no. My soirees are strictly for Cordona's creme de la creme, very far removed from the debaucheries of that libertine Lady Calf. Do I suspect Lady Vaughan, the governor's own cousin, or the Right Honourable Lord Crane, or Lieutenant Colonel Wolfe from Dorset? Preposterous! Жестко. It was a magic show, yes? Oh, yes. Alonso turned cards into butterflies. An impressive spectacle. Everyone loved it.
Lieutenant Colonel Wolf became so excited he had a coughing fit. I had to send him to the guest room to catch his breath. I'd like to take a look at the crime scene. Please go ahead, Mr. Holmes. I haven't touched anything whilst waiting for the police. Those laggards do take their time, don't they? Так, дом леди Грубер. Ah, this Alonso enjoys changing faces as much as you do. A hint of gravitas for my wardrobe. А, типа так и так. Ну, хуй знает. The audience don't notice the secret compartment hidden behind all the cards. The audience don't notice the secret compartment hidden behind all the cards. Signed by someone from the audience, I think. Pushing this button swaps the upper and lower compartments and releases the butterflies. Типа он играет, да, на это самое. На пианино. Гнетущую музыку. Так, картина. Так, что-то из еды. Так, окей. Есть, видим место, где... These cards are carefully arranged. The thief is trying to tell us something. Оставил послание. Туз. На терне у нас туз 8-7. На флопе 8. То есть, возможно, кто-то блефовал под каре. Хотя две восьмерки одинаковые. Почему две одинаковые? То есть не бубушка. Да? This butterfly must have seen something. Come on, little chum. Spill it. How did it get here? All the other jewelry is untouched, but why? Интересно, почему именно, да? Так, здесь почему-то все This bedroom свалено. looks more like a treasury. Or a dragon's lair. Even asleep, she's guarding her precious hoard. The glass and the locking bars are intact. The windowsill is perfectly clean. Так, фокусник. Так, ну мы пока вот это делаем. Хорошо. Составим картину преступления, господа. То есть эти здесь смотрим. У этого случился приступ кашля. А, ну и возможно это полковник все сделал. Да? Lieutenant Colonel picked the lock to the bedroom and opened the window to make it look as though someone broke in. Так.
Ну, выглядит вполне достойно. Так, и чё? The thief didn't break in through the window, as he would have you believe, Lady Gruber. He picked the lock of the door from the guest room. It seems as though Lieutenant Colonel Wolfe has sticky fingers. But why would someone of his station commit such a crime? He's a reputable man, a commander of the Dorset Regiment's 3rd Battalion. Did he introduce himself to you as such? Why, yes. He was such a debonair gentleman, a brilliant raconteur. And an impostor to boot. A thief in Wolfe's clothing, so to speak. But, Mr. Holmes, that is a serious accusation. The Dorset Regiment has only 2 battalions, Lady Gruber. What are you saying? I need to sit down. Well, you know, I may catch the thief yet. Until then, I bid you farewell. Так, поймать. Изобразив преступление, он скрыл так. Ну и типа... ну то есть это один чел, который ограбил 3 дома, я правильно понимаю? То есть мне сейчас нужно исследовать все вот эти по итогу 3. И Кафы. То есть он сказал, что Леди Каф, да, он и там побывал. Или дом Лейнов. То есть она назвала вот эти 2 фамилии. Окей. Ну, кстати, умно. Но он сказал, дом... Так, она живет в Баскервиль-стрит, к северу от пересечения с Салент-Вей. Так, ключевые улики найдены. Ну-ка, секунду. Все улики найдены, отлично. Еще раз. На Баскервиль-стрит, Салент-Вей. Баскервиль-стрит. От Silent Way. К северу от Silent Way. Это к северу? Это к северу. Окей. Magic is all the rage these days. Окей. Well, aren't you a dashing young man? May I ask your name? Sherlock Holmes at your service. I'm Lady Karp, but please, call me Miriam. How have I never seen you at any of my parties? Oh, you've missed out on so much fun. The latest one was a blast. First, a magic show, and then, to everyone's surprise, an audacious burglary. I beg your pardon, Lady Karp, but why are you so excited? Wasn't it your house that was burgled? Let me ask you, have you ever witnessed a crime at a party? Of course not, but my guests have. Oh, it was a night to remember. Everyone's gone home, but at least I have these fine gentlemen here to keep me company. This looks quite lax for a police investigation. I'm sure the officers are eager to sink their teeth into the case, but I thought a small aperitif wouldn't hurt. Nothing like a little champagne to get the brain working, I say. Could you be more specific? What exactly happened? Well, there were drinks and hors d'oeuvres, followed by more drinks, of course. And then we gathered to watch the amazing Alonso saw himself in half. Oh, it was breathtaking. Some guests had to be revived with smelling salts. Then I invited everyone upstairs to see Abel's collection of curios. And there, someone had stolen Abel's treasure. Who is Abel? Your husband, I take it? Yes. My Abel is a famous, what do you call it, astrologist. He travels the world, digging up saucy sculptures. Косил под астролога, так. That kind of thing. You boys and your silly hobbies. You mentioned a treasure. Frankly, I have no idea what it is. Some kind of shell the size of a dinner plate. Didn't look that valuable to me. Abel brought it back from America, a place called Massachusetts or something. You mean Massachusetts? Yes, Massachusetts, that's what I said. He's been strangely obsessed with it ever since. Locked it inside a chest like some treasure. Poor Abel, he's going to be so upset when he returns.
I'd like to take a look upstairs where the burglary took place. Certainly, be my guest. Such panache. You have to see it to believe it. Так, ограбление в доме. Давай смотреть. Так, в доме Лейнов. Так, ну пока, окей, смотрим. Oh gosh, I feel sorry for the housemaid. Какую-то курилку у себя здесь устроила. Ебануться. Вечный праздник у Леди К. Говорят, Гранд-Сарай никогда не спит, и это чистая правда, особенно когда речь заходит о доме семейства К. Леди Мириам, супруга знаменитого археолога сэра Абеля, только в этом месяце устроила 10 званых вечеров и не думает останавливаться. Так, в месяце 30 дней это уже 10, то есть каждые 3 дня у нее какие-то кутежи происходят. Муж леди отправился в экспедицию в Мезоамерику, а она готовит очередной праздник. В этот раз на вечере выступит лучший фокусник Кордоны, блистательный Алонсо. Short brown hair without a root. This ribbon bears faint traces of soot. Well, there ain't any rabbits in this hat. This deceptively simple box is actually an elaborate apparatus. Alonso must be a short, lean person to be able to fit inside. An industrial-looking saw, I imagine it's fairly loud. The saw was working for several minutes to build up tension in the audience. Так, окей. Что, не посерело, так. Для трюка с распределением в фокусе, как правило, требуется ассистент, который отвечает за ноги, но он использовал особое устройство, позволяющее ему свернуться внутри ящика, а ноги заменял муляжом. Ну, это понятно. Так, чё с... Опа. Shards of a broken bottle. That must have been one wild party. Может поговорить. Only just wash the upstairs floor. Just stay down here until it dries. Sir, only just wash the upstairs floor. Just stay down here until it dries. Я по ковру, мать. Мать, я по ковру. Спиральная статуэтка, материал неизвестен. Массачусетс. Массачусетский. А, опа. This doesn't make sense. Why haul this machine up here if one could just steal the chest? Так, что-то спиральное. Диаметр 15,5. Так, что-то ловушка. It looks like a leaf from a fruit tree. Botany is not exactly my forte, but it could be a pomegranate, possibly. I'm not half bad. Я ничего не делаю наполовину. А чё уже? Артефакты Майя, раскопки. Вативный рельеф. Понятно. Племенной тотем экспедиции в Центральную Америку. Мумия молодой женщины, Египет, около 1000 года. Так. Пьедестал, ктулху, камень, серебро.
Тухи наши любимые, да, окей. Восстановим картину происшествия. А где все началось, вопрос? Типа все началось внизу. Бред. Вот это похоже на правду. Типа пока пилили там, а пилили еще и наверху. Пилить, Шур, пилить, они золотые. To saw the chest and mask the sound, the thief used the same equipment as in the magic trick, and at exactly the same time. Так. На месте преступления обнаружил лист фруктовых деревьев, возможно, гранатов. В доме гранатов я не видел, значит, он из сада. Получается, нам нужно наружу. Так, вопрос. Выхода вроде отсюда нету. Так, ну гранаты вот. Есть лестница. Гранаты вот они. Ага. И что здесь? Непонятно. Нужно понять... Ну, типа, вот... лестница. Не смотри на меня, не я веду расследование. Ну, ебать, ты, конечно, приколист. А, причем вот этот вот... хер, да. Could you help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. Ага. Вам лишь бы брюхо набить. Are you quite certain that you don't want a drink, Mr. Holmes? No problem. The investigation's well underway. Не беспокойтесь, расследование так. That's it. A pomegranate. Так. This ladder's pretty long. Long enough to reach the first floor. Брошенная стремянка. Are you able to help me? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Я ж сюда приходил. These gardening clothes look dirty, but those aren't grass stains. It's paint. These are fake. Large boot, size 9. The rubber is very thin, too thin for actual gardening work. Так, что это значит? Что она тонкая. May I ask you something? Don't take it personally, sir, but I know nothing about this. Ну ладно, тогда будем разговаривать с ней. Блин, может, дворецкий что-то I видел. can tell you how the crime occurred, ma'am, but first, if you'll indulge me, you don't have a full-time gardener, do you? No, I don't.
Why, do you think the lawn needs mowing? Your lawn is perfectly fine. I just wanted to confirm my theory. The thief was disguised as a gardener in order to blend in with the servants. He used a ladder to climb up to the first floor and later escape. But the sawing? Surely we would have been alerted by the sound. Ah, this is where it gets interesting. You see, the thief timed it precisely to match Alonso's performance. Evidently, he knew the trick inside out. Golly gosh, that makes it even more extraordinary. Mr. Holmes, you are a delight. You absolutely must come to my next shindig. I can't think of anything I'd rather do less, but this investigation is far from over. Farewell. Так, окей, ключевые улики найдены. Все улики найдены, отлично. И остается здесь. Обязательно в галерее сэра Финли Лейна, которая расположена на перекрестке Соус Роу и Джо Авеню, Гранд Сарай. Соус и Джо. Соус и Джо. Давай для начала сюда. Extra, extra! Interested in some Cordona news? Check the front page. You won't regret it. Так, теперь давай сбегаем до... вот этих. You'll never find such... My goods will brighten up your house. Блин, по 30-ке Enjoy your так-то... purchase. Tired of your... My goods will brighten up Ой, your house. писюха, там писюха. Скамейка. Enjoy your purchase. Ладно. Так же быть. Писюху вам показал. Так. Последствия. Сирена больше не поет. Властям еще следует поблагодарить. Это да. Так, история. Я вернул во двор перед домом все, что было там раньше. О. Вот это тогда интересно. Тогда имеет смысл сходить. Так, Соус Рой, Джо Авеню. Это что? Да. My apologies, but I am not in the mood for visitors. О, кстати, это вот чел с превьюхи, да? Stolen from by my own valet, bitten by the viper I nursed in my bosom. Oh, the indignity. Oh, drama indeed. My name is Sherlock Holmes, and I could help you get to the bottom of this. Sir Finley Lane, philanthropist, industrialist, art collector. It is a pleasure to meet you, Mr. Holmes. I suppose I could use your help, if only to confirm my suspicions about Vincent. Could you tell me more about Vincent? A scoundrel with one leg and two faces. He's been my valet for a dozen years. Who would have thought that he would stoop so low as to steal from me? Vincent has only one leg. He lost his right leg in the Crimean War, but despite his age and his peg leg, he's actually quite spry on his foot. I took him in, gave him a job, and this is how he repays me. Так, я понял вас. Хорошо. What happened at the auction? I intended to sell the gem of my collection, Cordona cypresses, to fund an orphanage. God knows we need to take some of these poor waifs off the streets. To entertain my guests before the bidding, I arranged a magic show. When it was over, I went upstairs to the gallery, and it was gone. The cypresses were gone. Did your guests enjoy the show? Oh, yes. The amazing Alonso is well worth the money. The orange trick was nothing short of amazing. Everyone was completely enthralled.
So you suspect your valet of stealing the painting? There's no one else to suspect. He's the only person other than myself who was upstairs that day. He had asked for a day off only the night before, so I was a little surprised when he came here just before the auction. Did he tell you why? Something about a damaged wallpaper roll. I'm refurbishing some rooms, you see, but that's his job. I don't bother myself too much with the details. I'd like to take a look upstairs where the burglary took place. Well, you look like a decent man, Mr. Holmes. Here's the key to my gallery. It's the only copy, so please don't lose it. Don't lose it. Pretty big for an orphanage. An ambitious project. These must be the names Должно of the быть contributors. так, именно благотворить. These are real sweet-smelling oranges, not props. There are traces of concealer on the rim. Secret compartments are hidden amongst the fake foliage. Nothing but a clever illusion. Pushing this button makes the oranges grow within seconds. Так, есть контакт. Что тут у нас? Подозреваю ничего. Идем наверх. Никогда не понимал вот такие вот места, например. Ну, типа, делают вот такие балкончики, и, типа, ставят вот так вот два кресла, типа, блядь, сидеть и болтать, смотря куда, нихуя. Окей, следы синей краски. Oh, someone spilled the paint. Mind your step, Sherry. Так, ремонт в комнате. Погоди. Заметные царапины, что-то твердое, плоское. Так, история, фокус Алонса. Подожди, ремонт. Давай тогда в ремонтной зоне что-то посмотрим. The paint splatters on the plank and floor don't match up. Right, footprint size 9. Fella's only got one leg. Can't blame him. Одна нога. Одна нога здесь, другая там. Пусто, не хватает рулона обоев. Хватает рулона обоев. Бля, что, беднягу теперь травить за то, что он спиздил рулоны, чтобы поклеить себе. The frame is intact. He took only the canvas. Так, забрал холст. The ends in Финал miner's end. определенно в шахтерском пределе. Of some miners, apparently. Cordona cypresses. Париж с Angelo кордоном. Gichetti, 1840. It doesn't matter who Не важно, squeezes the кто oranges, выжимает what сок, matters важно, is who кому он gets the достается. Хуя себе, умные мысли умных людей, блядь. Так, с чего начинаем? Блять, судя по тому, что... Да, вот, судя по тому, что у него одна нога, вот, у нас должна быть вот эта херня. Чувак с одной ногой.
Вот, возможно, кстати, вот так вот. А, если он инсценировал... Блять, подожди, если вот так вот. Вот тут сейчас очень важно, да? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ну, получается, не одна нога. То есть, вот, получается, он делал вот так. Получается, здесь он прошел как порядочный, а здесь он спиздил рулон обоев. The thief entered the house disguised as Vincent, removed his fake peg leg, and walked across the plank to the gallery where he stole the painting. Так. Your valet is innocent, Sir Finlay. In fact, he wasn't even here on the day of the auction. But I saw him with my own eyes. The man you saw was disguised as Vincent, with both his legs present and extremely capable. As you were engrossed in the show, he walked across a plank to the gallery right above your heads. An acrobatic feat of no mean proportions. My good old Vincent, in truth, I didn't doubt him for a second. Do you know who the brazen thief is? Not yet, Sir Finlay, but rest assured I will find him. I would be much obliged if you'll recover my painting, too. Just think of all the urchins who would get a chance at honest work. Wait a moment, I thought you were planning to fund an orphanage, not a workhouse. Bah! Workhouse. What an outdated notion. The orphans will be fed, clothed, and educated. Yes, they will also learn an honest trade. What's the harm in that? Surely it's better than picking pockets and begging on the streets. В принципе, разумно. You make a good case, Sir Finlay. I cannot argue with that. I'm very glad we are in agreement, sir. All right. I'll do my best to return it to you. Good day. Так, давай смотреть, что по итогу. Вор оставил 3 улики. 4 карты на туалетном столике. Туз 878. Надпись на зеркале. Финал определенно в шахтерском пределе. Костюм садовника из театральной мастерской. Туз 878. Туз 878. Что это такое? Судя по всему, мне нужно... Так, эти улики найдены. Все улики найдены. В полицию. Типа, искать почерк преступника. Все 3 были сделаны в Гранд-Сарае. Почерк преступника. Подозреваемый. Тогда кража. Вор оставил 3 улики. 4 карты на туалетном столике. Туз 878. Финал определенно в шахтерском пределе. Костюм садовника из театральной мастерской. Если в шахтерском пределе. Определенно в шахтерском пределе. Типа костюм садовника. Типа единственная зеленая херня. Хотя вот здесь вот.
А если вор оставил 3 улики? Ну, явно это нужно искать не в ратуше. Писала ли про это что-то? Это все еще хочет побыть одна. Не знаю. Передавиться. То есть у меня ничего нету. Я все сделал. То есть мне нужно где-то что-то найти. Надпись на зеркале. Костюм садовника. Что нам это дает? Вопрос. Все-таки в ратушу нужно идти. Просто вопрос. Это три позиции, которые указывают тебе, ну, что ты должен, по идее, искать, да? Туз 878 это типа туз это 1, типа 1878 это типа дата. Шахтерский предел. Раз он садовник, то это, типа, род занятий. И, типа, 1800, типа, вот это. Вот так вот, да, это ищется. Ателье Гимбала расположено на Коппер-стрит между Лестрейд-роуд и Фарьер-стрит в Шахтерском пределе. Владелец открыл ателье и в тот же год разорился. С тех пор здание пустовало. Коппер-стрит между Лестер и Фарьер. Коппер между... Вот, прям. Так, Лестрейд. Так, для начала выйдем, давай. На Коппер между Фарьер и Лестер. Лестер и Фарьер. Лестер и Фарьер. Давай отсюда пойдем. Коппер, Лестер и Фарьер. Давай сюда.
Хоппер. Между Лестер и Фарьер. Ателье Гимбла, вот оно. Мы тут по факту были. Да, вот оно. Мы же сюда приходили сами с историю. You must be the amazing Alonso. Sir, if you want to book a show, О, это еще и бабца. all of my props have been confiscated until further notice. And if you're here to ask me about those burglaries, I have nothing to add to what I've already told the police. It wasn't me. КДК нету, давай сразу на кадык это самое. О, да. Как говорится, если едете куда-то вот в эти вот ваши Таиланды, да, смотрим на кадык, ребят. На кадык. А как же это? На член посмотреть? Нет КДК, нет члена. Нет, или так не работает? Раз мужчина не преступление, а веских доказательств того, что стоит Алонсо, у меня нет. Стоит сначала выслушать ее. Цепочка улик привела меня к ней, а я не верю в совпадение. Любопытно, какие еще секреты она скрывает помимо своего пола. Ну-ка, давай. I am investigating the burglaries in Grand Sarre. The clues led me here, and what a coincidence that you are here also. Except that I don't believe in coincidences. Believe what you like, sir. I don't know about your clues, but I'm here seeking answers the same as you. The person behind this knows my tricks well. So well that it's uncanny. The thing is, I used to practice here back when the atelier was in business. Some of my props are still in the basement. And the answers are too, I think. What are you waiting for then? Look around you. This neighborhood is a criminal's paradise. The building is overrun by bandits. What should I tell them? Don't mind me, fellas, I'll be in and out. Let me compliment you on your disguise. Especially the mustache. Thank you kindly. I wouldn't call it a disguise, though. Alonso is my stage persona. But the moustache is indeed fake, guilty as charged. Mine is a slow grower. Miss, please, I can see that you're a woman. Very well, I am a woman. So what? I've learned all my own tricks. I want to be taken seriously, rather than as someone's jumped-up assistant. Do you really think that if I didn't put on this act, I'd bask in the glory of being the world's first female magician? Actually, that sounds quite plausible. Huh, that's easy for you to say. Sometimes, if we want to be true to ourselves, we have to pretend to be someone else. My friend told me this once, and I think that he's right. It strikes me as rather dubious reasoning. Who is this friend of yours? A close friend, who recently arrived from France. Let's leave it at that. You may have exposed me, but I simply don't see how my personal life is relevant. Fine. I'll go inside and see if I can find something. Don't go anywhere. Ну конечно. Куда ж без этого-то, блять? Я ему только что выстрелил просто в самое сердечко, блядь. Я им только что выстрелил в самое сердечко. И ему все равно. Нет у него сердца. Too simple. Snuff's ready. Ну да, выходит, что нужно манситить от его двух. От его двух выстрелов. Только так.
Блять, ну вот опять же в маску же стрелял. Ну, кстати, не так часто нам вот такие вот черти. Выбегают с 5, да? Блять. Right. Don't cry, you'll live. Give him the pepper snuff. Так, давай искать, что тут есть. Ага, во-первых, сюда, во-вторых, сюда. Подожди. Так. Получается, исключительно вниз, да? А уж тем более сказал, что в подвале. Еще отдельная локация. Ясно. Я думал, ты сначала этот самый. Жестко. Timed to perfection. The same oranges as we saw at Lane's house. The saw was tested on different materials, most meticulous. Так, интересно. These must be the diagrams of all the magic tricks in the amazing Alonso's arsenal. You're getting warmer, Mr. Sholmes. Там кто-то сидит. Warmer still. Join me at the fireplace. Жестко. Так. Письмо Шерлоку Холмсу. Любезный Шерлок Холмс, полагает, письмо прочтите именно вы. Впрочем, не хватит ума, чтобы следовать моим подсказкам. Все полицейские на свете туповаты, но местные просто поразительно бестолковые. И тут появились вы, алмазом. Навозной кучи. Долгожданный достойный соперник. Вообразите мое удивление. Знаете, воровство тоже своего рода фокус. Не спускает в ход все свои уловки, чтобы обмануть зрителей. А он хорошая фокусница, но не лучшая в мире. Это звание принадлежит мне. Кстати, на самом деле ее зовут Мелинда. Наша с ней интрижка быстро не наскучила, как и все остальное на этом острове. Перед отъездом я решил показать последний фокус. Если вы это читаете, знаете, он удался. Признаюсь, я всегда чувствовал сиротком, так что оставляю вам картину. Надеюсь, вы распорядитесь ей по совести. Au revoir, месье Холмс. Надеюсь, мы еще встретимся. Арсен Люпен. Warmer still. Join me at the fireplace. Cordona cypresses and a bonus wallpaper roll. Так. Месье Холмс. So, what did you find? You won't like what I have to say, but you deserve to know. Your French friend, Arsène Lupin, used this place as a hideout. No, that can't be true. He's staying at Il Palazzo del Luce. He's there at this minute. But how do you know his name? It is my business to know things, miss. He is the thief. This was all some twisted joke to him. No, this is just... This can't.
He was the only one who understood me. He said that he loved me. I don't believe that you'll ever see him again. ФПС проседают, да? Slipped away from the island. Good riddance to him then. All men are the same, aren't they? They come and go, leaving nothing behind but lies. Well, he also left the stolen painting. It would be best if you return the painting to its rightful owner, Sir Finley Lane. You will clear your name, and he will build his orphanage. You are right. I will do that. I never asked your name. It's Holmes. Sherlock Holmes. I am Melinda Teller. Thank you, Mr. Holmes. You're welcome, Miss Teller. Good luck. Блин, ну какой-то по факту очень маленькое DLC. Вот если в этом DLC конкретно только это задание, да, и то оно очень короткое. Ну просто ультра-гига короткое. То есть мы, по сути, вот сколько? Бегаем 2 часа. И это при том, что мы еще сделали дополнительные, да, задания. В архиве уже много, кстати, ну что, это мы точно сделаем так. А дальше. История пустого дома. Давай вот я верну во двор. Он говорит, все приколдесы передние. Давай посмотрим. The garden's much prettier, don't you think? I bet the memories are all flooding back now. The best place for reading. I imagine Goliath was surprised to find out his lady was not real. И что, мы здесь ничего... Come on, sing with me, Sherry. My mother liked the story of David and Goliath. She said it doesn't matter how small you are, you can always overcome any obstacle. Здесь ничего. Так. Ah yes, we were sword fighting in this very spot. And that time I was the winner. So, as your victory prize, you asked me to fulfill a wish. I remember we did something the very next night, John, but what was it? Так, железо, большая решетка. With us. You insisted it must be made of iron. That's because we were preparing to hunt fairies in our garden. Everyone knows iron is the only thing that can hold them. And I was distinctly uncomfortable. It was a disguise, of course. Fairies are easy to scare off, unless you're incognito. And every trap needs bait. We brought honey and a glass of warm milk. After 2 hours lying in wait, we noticed movement in the bushes. The fairies appeared at last. No, it was just Isolde the pig. Свинья ниоткуда не возьмись, пришла свинья на запах меда и молока. Isolde belonged to Mr. Sim in Miner's End and escaped regularly. At least twice a month we would see him searching for her all over the island. Посадили свинью за стол. В один день я победила шериф в Таване дуэль. Шериф сделал вид, что я это верит, по крайней мере. Ну, окей, это мы... Так. Окей, какую-то историю мы вспомним. Я привел вместо торговцев кое-какие вещи в зал особняка. В зал особняка. Ну, да, давай тут немножечко походим. Well done, Sherry. The hall now looks much as it did in our youth. Brings back fond memories. Где-то что-то...
Так, помню, как мы. Used to take a shortcut down the banisters, much to everyone's annoyance. Oh yeah, what fun. They had to fix these handrails several times. I wouldn't try it now, Sherry. Tempting though it is. Мы с Шерри постоянно съезжали по перилам лестницы, в зале так было весело, гораздо веселее. Злился, но делать нечего, несколько раз перила приходилось чинить. Окей. Теперь после нашего отъезда какие-то вещи заимка пропали с молотка. Ну окей, то есть сейчас ходим еще где-то что-то покупаем. Проблема в том, что у нас денег не так много, да? То есть нужно все-таки делать вот эти дела. Так, уличный фокус. Давай все-таки сделаем... Вот, давай все-таки вот кормушку для птиц так уж и быть сделаем. А еще сделаем столб с ножами я хочу сделать. Шахтерская канарейка. Канарейки нужны, чтобы чувствовать запах газа в шахте. Да, не идет ли утечка газа? For the ones who gave their lives in the silver mines, for the safety and prosperity of miners N, 1830. The lattice work was bent a long time ago. A gloomy picture, but quite poetic. A symbol of safety and prosperity has vanished from Miner's End, and now only the cage is left to remind the residents of their past glory. The canary was stolen a long time ago. There's no hope in finding it now, but perhaps someone might know at least something about it. We should ask the people around here. Так, кто-то знает. Вопрос. Excuse me, just one question. His Majesty came out of his palace. I know nothing. Are you able to help me? Oh, mister. Helping you will be a tremendous honor. Местные жители рассказали о серебряной канарейке из шахтерского предела. Этот район процветал, но все закончилось, когда серебряные рудники опустили. Инвесторы потеряли интерес к добыче руды, многие люди остались без работы и средств к существованию. Из символа достатка безопасности канарейка представляла, например, об утрате. Так, говорят, что в пабе «Цветы добра» часто рассказывают местное предание. Он находится у переулка в северной части. Цветы добра. Цветы добра, кстати, вот... да, вот. Extra! Stolen! The cheapest news on the island. Thank you. Блин, цветы добра. Сейчас мне нужно переодеться, наверное, в какую-нибудь работягу, в шахтера, блядь, например, да? Так, все распродано. Grandma, God bless her, had known the man who has do. Что произошло с канарейкой? Так, почему? Окей. Память «Цветы добра» мы узнали о человеке, который потерял семью в результате несчастного случая у рудников. Он так и не сумел смириться с потерей. Обезумев от горя, он украл канарейку, выбросил ее в море и покинул остров. Кто-то говорит, что вскоре после этого он наложил на себя руки. С той поры в шахтерском пределе не осталось ни безопасности, ни... Блин, а я...
Так, история. Серебряная канарейка. Украденную картину вернули. Хорошо. А, и все, что ли? Ну ладно. Ну так смотри, так-то остается потихоньку. Считаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. По сути, 6, если за исключением вот этого. То есть на следующем мы делаем святые грешники. Точно пункт, то есть минус 2. Получается, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Но думаю, сегодня мы еще здесь парочку сделаем. То есть из 10 останется 8. И в принципе, там еще мы не сделали ряд заданий с полицейскими. Расследованием. Ну окей. Давай, поехали. Это нам нужно где? Стоп с ножами. Он у нас вот здесь. Подожди. Нет, стоп с ножами у нас вот здесь. Но мы, может быть, задание, помимо вот этого, может быть, еще 2 сделаем. Так. Так. Я нашел столб. Возле что-нибудь... Возможно, я услышу что-нибудь на рынке в старом городе. Столб стоит у казарм. Так, возможно, я что-то услышу на рынке. Давай сразу переоденемся. Какого-нибудь, блядь, османа. Вот что-нибудь типа вот этого, блин. Ну, точно начнется. Возможно, на рынке он сказал, да, я что-то услышу. Давай походим по рынку. Another knife in the pillar. Так. Албанский обычай кровной мести Жак Марья появился на кордоне при османском правлении. Многие жители считают его возмутительным, но многие, но не все. И в напоминание об этом возвышается столб с ножа. Так, и что? Окей, ну возвышается столб с ножа. Говорят ли о нем солдаты? Ну-ка, вопрос. Где-то нужно солдат найти. Так. Ага. В нашем профессиональном мире по-прежнему стоит немало жестких традиций. Кровная месть — одна из 100. Каждый нож в столбе — знак свершившегося возмездия, пугающее зрелище. Это святилище ненависти и боли, а хуже всего, что жители кордона не в силах принять ужасающие последствия этой традиции, и нужно с ними жить. Просто как бы что-то вот, ну, типа выяснить немножко, да?
Don't miss out on my uni. Let's pick something that suits you. Я думаю, здесь-то мы ничего Don't leave. покупать не будем. Нам главное, если мы сейчас что-то делаем вот с историей пустого дома, то нам нужно как минимум... Кстати, вот так вот тоже неплохо смотрится. То нам нужно ходить непосредственно по вот этим местам. Come. I'm afraid I have nothing to offer. Так, получается, у нее я все скупил. Газеты, одежда. Давай вот сюда зайдем. Treasure maps from the governor. Find 8. The best antiques in... My goods will brighten up your house. 80. Enjoy your purchase. Так, ладно. Так, с чужого плеча, история кордона, стрельба вслепую. Давай сделаем... Вот, давай молчание золота, раз... А то у меня здесь очень много вот этой всякой ебатни. Прогул по площади пробудили. Вот, давай. Пришло много народу. Угу. Я был здесь 3000 лет назад. Mycroft stood close to me. He was keen on my attending every official event, that I might prepare myself for the Crown service. Lucky for you, that was the last time he did it. Трибуна. There was a stage here, a tribute. Напряжен. Кулаки сжаты. Улыбка фальшивая. The governor gave his speech there. Губернатор. He was lying through his teeth and nobody noticed, or didn't want to, but I noticed. I was extremely irritated by his lies. I shouted my opinions very loudly for everyone to hear. The crowd went wild. Так. Mycroft was angry but calm. He led me away from the stage. Что-то сказал He told мне. me that I should keep my mouth shut, and that silence is golden. I couldn't stand for that. Behold, Sherlock Holmes's famous adherence to justice was born here. Круто. Жестко. Вот такое вот маленькое воспоминание. То есть на полшишечки. Ну, раз у нас сегодня было что-то с волшебством связанное, давай, переулок Харбор, Скаладию, переполох в перекрестке Харбор и Тандер в Скаладию. Харбор и Тандер. Тандер. Харбор, Тандер. Харбор. Ага. Гениальный волшебник. Пошли смотреть.
Это жиода. Let's hope no one's been hit by this smooth mineral. Похоже на какую-то жиоду с минералами. A deck of Кварца. tarot cards, very popular among street performers. Someone has over-egged the pudding with these spangles. Так, мне смотри, дали это самое. Одну The шляпу. name of the original performer has been replaced with Dilwyn. You know what? Put on the magic hat. I have a feeling it will help. It's not actually magic, John. Well, not to you perhaps, but to a boy, any magician's hat is Так, special. все улики найдены. Тириририн-тин. Так, молчание золота. Хорошо. Уличные фокусы. Для поисков предложил нахлобучить шля. Типа ты хочешь, чтобы я надел, блядь, шляпу? Вот. I hope the boy's all right. Let's look around, see where he's gone. Тогда под шляпу нужен какой-то плащ. Есть какой-нибудь плащ? Бля, ну вот это типа прям... Ну вот, да, что-то типа за... Во, загадочный детектив и шляпа. Это самое. Шляпа волшебника. А еще можно... Бля, вот это будет идеально. И что-нибудь... Ну нет, вот это прям вот такой типа волшебник с буду, блядь, ну это идеально. Так, то есть получается, что он от меня требует? Предложил нахлобучить шляпу фокусника. Это типа нужно все вот это задание пройти в этой шляпе. Кто-то разгромил столб, Вилли не мог убежать далеко. Do you know anything about this? It's funny when someone like you asks someone like me for help. Так, хули вы здесь стоите, блядь? Подожди, есть ли здесь какая-то... Подожди, мне кажется... Должно быть что-то. Но помимо этого, типа, я все улики нашел. Все улики найдены. На юного предсказателя судьбы напал один из клиентов. Он взбесился и пытался избить мальчика, а тот назвал его лжецом. Кто-то разгромил стол председателя. Зовут Дилан. Его наряд украшен блестками. Дилан не мог убежать далеко. Надеюсь, с ним все хорошо. То есть мне нужно как-то, блядь, по блесткам... А, ну да. Ну окей. Should have known better than to jostle a police officer. Do you know anything about this? Sir, I can assist you straight away. А представитель оставил полицейский, на которого только налетел. Мальчик убежал. Who's here? It's all right, boy. You can come out. Your pursuer has been intercepted by Cordona's finest. I didn't do... Hey, that's my hat you're wearing. I know it is. I followed you from your magic stand. Are you okay? I'm fine. You should keep the hat. It makes you look like the amazing Alonzo. Ну, представительно. He's the best magician around. Ага. It never suited me anyway. Is that so? Let me take a look at you.
Фокус-покус. Недавно побили. Не по размеру, на подтяжках, да? Дорогая вещь. Краска или чернила? Да нет, это вот это. You're skinny, underfed, and bruised from a life of hardship, but you stand straight and proud. You do what you must to survive. Fortunately, you were blessed with a keen mind and have put it to use exchanging insight for income. Commendable for someone so young. Nah, you got it all wrong, mister. That's okay. Nobody can see like I do. Clearly. So, tell me, why did you call that man a liar? Because he is. He told me he's a lord. But no lord has calluses on his hands and sour cabbage stuck in his moustache. He came after me. He caught me with a fist. Nasty bugger. What did you expect? You embarrassed him in front of his peers and he couldn't admit it. Of course he would lash out. You must be careful how you deploy the truth, Dilwyn. It's a potent weapon, as easily turned against the speaker as it is brandished by him. Yeah, well, the truth is what people pay me for. I simply notice things others don't. But I think you know what I'm talking about, don't you? Yes, I can do it too. Да, дедуктивный метод. It's called deductive reasoning. I happen to be somewhat of an expert in it. I never knew there was anyone else like me. Your abilities come with consequences, Dilwyn. To adults, you're a nuisance. To other kids, a freak. You must learn how to blend in. Bite your tongue. But I don't want to blend in. Then they will lock you up. The truth hurts, and the bigger the truth, the further men will go to silence it. Be careful how and when you deploy it. All right. I mean, it was just an amusement. Yes, nothing like a swift uppercut to really pass the time. Perhaps when faced with the monotony of this world, you will find a place in your mind to explore instead. There is little to gain in idle provocation. Давай, продолжаем. Don't let this little incident discourage you from continuing your show. The world needs a little magic these days. Are you kidding? When word gets out, there'll be a queue for me down the street. No way I'm quitting. Good, but dispense with those cheap trinkets. Your mind is impressive enough. And be careful what truths you tell. The show must go on. I'll be famous. Just you wait. Before you go, impress me. What do you see? You're overconfident, as a way to mask your insecurities. You're more vain than you care to admit. And you notice when people notice you. You act like you don't need anyone, because it's easier to pretend you like being alone than to ask for help. You desperately hope to find somewhere you belong. But you never will. Nowhere, no one will ever be enough. And the truth is, you're terrified. You're too smart and too empty inside. You know how dangerous that is, and you know exactly what you're capable of. Valiant attempt, but alas, you've missed the mark. Oh, really? Well, what does John think? Sherlock, did he just... how? I don't know. Вот это вот было, кстати, интересно, да? Как он про Джона-то завернул. Как в этом в робоципе, когда какой-то старый человек сидит с юным пиздюком в шахматы играют, просто сидят, и дед такой, фу, паскуда мелкая. Вот это примерно в том же духе, блин. Как он узнал? Блин, слушай, а в очках даже такого типа на доктора-профессора стал походить. Так, ладно. Что еще мы можем? Теория струн, стрельба вслепую. Остается раз, два, три, четыре. Это и так, но это нужно покупать. Кстати, нам дали очень много денежек. Имеет смысл снова прийти в магазин, купить скелет тогда. A contest for the guests of Cordona. Find
Возможно, мы сейчас тогда потихоньку поймем, да, что еще требуется от нас в доме. Refresh your interior. My goods will brighten up your house. Enjoy your purchase. Вот, реставрация в хранилище редкости. Отлично. Пойдем посмотрим. Now it looks exactly like it was a decade ago. I can almost feel the memories hitting me. Так, уютно одеяло. Он здесь. Так. Oh, I remember now. I never liked the way the books were sorted on these shelves. That you didn't. Your brother often struggled to find his reading materials after our visits. Когда мы жили в Стоунвуде, мы с Шерри регулярно наведывались в хранилище редкостей. Иногда Шерлок со скуки представил книги в одном из порядке. Он говорил, что ориентироваться гораздо проще, но Майер был не согласен. Когда он в очередной раз не смог найти нужную книгу, то устроил нам выволочку, а потом вывел вернуть все на места. Вот здесь. Some light reading for my spare time. Ага. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. Так, ну мы это все смотрели. Oh, I remember these. We used them to spar together until Mycroft found out and forbade us from using real weapons. А вот, кстати... A full collection. It's somehow so satisfying. Вот, отлично. Вот, кстати, коллекция монеток. An excellent example of Mayan culture from Guatemala. Так, и что? Все? Все, реально. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Ну давай, стрельба. Мертвец в сейфе. Джон предложил мне побыть полицейским, хотя бы понарошку. Если полицейским, то окей. Давай, наверное, еще вот это сделаем и посмотрим, что у нас останется. Полицейским. Бах. Бля, какой. Модный полисионер. Вопрос только где его держит. Так, и тогда... Вниз. What a long day. Can you satisfy my curiosity? Unfortunately, my casebook is empty on this. Ну-ка. May I ask for your assistance? Юль, привет. With all respect, which I А don't чё мы не have спим? someone sees us together. Так. А где мне его найти-то, кстати, подожди. В какой он клетке сидит? Ты что? Excuse me, Да. Mr. Capello. My name is Sherlock Holmes. I'm hoping you could spare a moment to talk. Manners, what a pleasant surprise. Most of your colleagues have lacked even the simplest of common courtesies. Так.
The reason should be apparent, Mr. Capello. I am not a policeman. I have taken an independent interest in your situation. Ah, of course, you're a journalist. Nothing so prosaic. I'm a detective of sorts with an interest in the interesting, such as your case. I'm not after your money nor a scandalous tale for the Gazette, just the truth. Ah, how quaint. О, проснулся, ничего себе. Ну ты тетя. Ну ты мать. Так, взгляд сосредоточен. Чистая и модная. Плотно сидит на пальце. Недавняя травма. Так. You are surprisingly composed for a man accused of murder. Not so easily shaken, I take it. Life is full of surprises. Мы тоже сегодня покатали в Геленджик, да. Весьма продуктивно. I am confident this will all be set straight. Until then, I will endure. And yet your fist tells a different story. It seems you recently found yourself in a fight. A fight? I'm afraid not, young man. It was a minor mishap, with none such adventure. To succeed in life, you don't need to fight. One must simply be smart and persistent. I am speaking from experience. Please, tell me how you ended up in this situation. Well, this Ничего, morning как some успехи в clients Геленджике? arrived to finalize their purchase of a Capello modular safe. Мне дед так и не Right when we выпил, opened кстати. the door, Я сегодня 20 круток открутил. And I take it this Нифига wasn't не normal. выпил. No, I normally keep my corpses in the wardrobe. Please, young man, spare me your wit. The rest of the day was a blur. I recognized the victim, and it seems so did the police. That was enough to make me the main suspect. Who sent for the authorities? No one. As it happens, we had a break-in last night. Nothing was stolen, but for insurance purposes, the report had to be made. So, police officers just happened to be on the premises when we discovered the body in the safe. You say you became the suspect when the police identified the victim. Is there history between you? Surely you jest. That man and I have never met and never would, unless he became the first deity in history to use our products. Some sort of family feud? I'm afraid I'm not familiar. You must be new to Cordona. It's an old tale. Back in Italy, generations ago, the deities tried to ruin our family business. They nearly succeeded. The Capellos rightfully struck back, but there has been bad blood ever since. And does that blood flow in you too? I told you, sir, it's an old story, or it was. I fear this horrible event portends worse to come. My wife may be in danger as we speak. You mentioned you were showing your wares to some prospective buyers when the safe was opened. Who were they? Clerks from the bank. They inspected the safe from top to bottom yesterday. I assumed the sale was just a formality at that point. And the safe was closed? It's usually open, but it locks automatically when the door swings closed. That's another marvelous Capello invention. A coffin that locks itself. Marvelous indeed. Help me grasp your movements yesterday. What time did you meet the customers from the bank, and did you have any other appointments? Yesterday, the bank clerks arrived at 10 a.m. Afterwards, I was alone in the office until my wife Augusta came in at 3 p.m. I left for home at 6:30 p.m. В плане стандартный And what about перц. this morning? Our meeting for the demonstration was set for 9 a.m. Ну, дед мне уже не выпадет, мы поэтому будем уже крутить Невилет, поэтому выпадет в следующем баннере. Я в общей сумме 60 открутил. Кто мне там только не падал. Там мне, по-моему, в общей сложности на L 2 раза падал, в ремени 1 раз падал, катализатор орудия 1 раз упал сегодня. В общем, там всякой хуйни Саю, по-моему, выпадало. Всякого дерьма. I'm not sure I see the connection, but if you wish to know more, talk to Billy Lloyd, the night watchman.
He scared off the thief. Was it also Billy that discovered the burglar? No, my wife did. She had stayed late yesterday. Poor Augusta. At least she's safer with the police than at home alone. В Геленджике я еще ни разу не проигрывал. Вроде как. Да, в Геленджике за 2 года я еще ни разу не проигрывал. В Ханкае 2 раза уже проиграл 50 на 50. В Геленджике, может быть, я 1 раз проиграл, но я этого не помню. Well, Mr. Capello, I think that's all I need from you at present. Where can I find your office? Here, take my card. Billy should be on site to assist with the investigation. And please, sir, would you check on my wife before you depart? Thank you. I will endeavor to speak with her before I leave the station. Please, treat her gently. Women lack our resilience when it comes to ordeals like this. I shall eagerly await your return. After all, little else I can do. Oh, Sherry, disappointing. We were putting on a show and you А call it... чё ты от меня... Подожди. Я же... Джон предложил мне побыть полицейским, хотя бы понарошку, я не должен был... Нужно было... Я сказал, что я частный детектив. Ну и хуй с тобой. Ладно. Ты не пришла, и хуй с тобой. Будто нет другой такой. Так, показания Базилио Капелло. Причастный. Ночной сторож Билли Ллойд. Он сейчас в мастерской Капелло на Адлер-стрит, к востоку от собора Святого. И Августа, супруга, она в полицейском участке. Так. В полицейском участке. Ну, давай пойдем посмотрим. Только вопрос, где она? Она также... Что он сказал? В инспекторском участке. А, вот ты? You must be the inspector. Ага. Would you be Augusta Capello? Must I really repeat myself to every baby-faced man in uniform that strides in? Forgive me, I am not the inspector, but I am working on your husband's case. Then I have nothing to say to you. Come back with the inspector in charge so that we may dispense with the endless repetition. Я понял. Слишком пиздодельная мадама. Недавно принимала лаудану. Что такое лаудану? Ну-ка. Минутка интересных познаний давайте. Какое-то типа антиснотворное. Лауданум. Купить. Нет. Это. Опиумная настойка на спирту. В более широком смысле лекарство, в состав которого входит опиум. Было особенно популярен у женщин в викторианскую эпоху как универсальное лекарство, успокоительное и снотворное средство. Наоборот, даже как снотворное. Понял, принял. Наркоманка, что ли, мать? Ля, сисюха. Так. Золотая брошь в виде арфы. А что это, она в крови вся или что это? Крутит на пальце кольцо. Блять, я бы тоже покрутил на пальце, не знаете ли на каком. Так, потрясена, впечатлительна. Что-то по виду не скажешь, что она не потрясена, не впечатлительна. Ну, наверное, кстати, потрясена, ей нужно было успокоиться. Whilst I prefer German composers, the harp solo from Lucia di Lammermoor stands out as one of Donizetti's finest contributions to the form. I'm sure Basilio thought the same. He did. How? Did he tell you how we met? Oh, there was no need. It is trivial to observe how much you value your memories of playing harp in the orchestra, and even an amateur Italian harpist would be familiar with Donizetti's finest work. Yes. Music is a balm in these uncertain times. It is nice to meet another who appreciates it. Ой, видели? При первой встрече говорит, я не намерена говорить имя каждому встречному. Стоило чуть-чуть про музыку поговорить, все, бабса потекла, блин. Все, бабса уже готова рогатку кинуть.
Oh, it gave me such a fright. I fainted, fell to the floor. I wish I could help you, but I'm just utterly useless. Please, I want to rest before the inspector arrives. Were you familiar with the deceased man found in the safe? No, I did not know him, nor can I conceive of how the poor soul ended up there. You've had quite the day, Mrs. Capello. I shall leave you be. If I have further questions, I may visit again later. Так, и что мы имеем? Так, теперь к востоку от собора Святого Климента в Скаладио, Адлер-стрит. Скаладио, Адлер-стрит. Где Адлер-стрит там? К востоку. Базар-роуд. Это уже самый Квин Пилигрим. Адлер-стрит. К востоку. Собор Святого Климента. Получается, где-то здесь. Так, ну вот, получается, где-то тут. Мастерская Капелла. Почему оно закрыто? Может быть, мы... May I ask you something? Sorry, I'm busy, trying to ignore a sheep in wolf's clothing. Уяси. То есть мне известно то, где он... Ну-ка еще раз. Ночной сторож. Он сейчас в мастерской. Может быть, мне переодеться. Ночной сторож. Посоветовал мне зайти в мастерскую. Ну так я же, блядь, пришел. В чем проблема? Кто-то вломился. Возможно, кажется, важно. С Августа я поговорил. Ночной сторож. А чё меня тогда там смущают, блядь, с этой хуйней? Ill-fitting pants, wonky nose, and hair that appears to have been cut by your own hand. You must be Billy Lloyd.
Oh, it's you. I knew you'd come. You did? You're Mirko Gallia, the best investigative journalist on Cordona. I'm a fan of your work. Alas, you're mistaken. The name is Sherlock Holmes, and your employer... Oh, of course. Discretion. I'm sorry. I doubt the policeman upstairs heard me, though, so your secret is safe with me, Sherlock. Mr. Capello told me you were present during the burglary and scared the criminal off the property? Yeah, you should have seen it. As soon as the burglars saw me, they went white as death. Ran out the back door of the office. I heard a thud and cat shrieks, so I think they went over the railing and into the bushes out back. Clearly, my reputation precedes me. Mr. Capello was so proud. You regard, but you didn't give chase. Well, by the time I made it outside, they were miles away. So I went back to help Mrs. Capello. That kind of gentlemanly courtesy is why I'm so well regarded round these parts. What did the thief look like? Shorter than me, mid-20s, a huge scar across the right cheek going from the eye. Short hair. She didn't look like a ghost. Too corporeal. Hold on. She? You didn't think to mention the burglar was a woman? Why did you assume it was a man? It's the 19th century, sir. Ambitious young women are out there pursuing a career, and I, for one, encourage it. Yes, yes, spare me the sermon. When did the burglary happen? Oh, after 10 in the evening. I was just talking to Mrs. Capello. Does she normally work this late? No, it's the first time it happened. Usually I'm alone at night. I was explaining to Mrs. Capello how drinking water every 3 hours can help with digestion, when she excused herself and went back upstairs. Then there was a scream, and I ran up to the office, and... I know what happened next, thank you. What about last evening? Do you have any more details about the break-in? Of course. I write down everything that happens during my watch. Take a look. Fastidious in its mundanity, but I will make of it what I can. I must go and inspect the crime scene. If I have further questions, Mr. Lloyd, I will find you. Oh, don't worry. I won't be able to keep away. Right. Так, хорошечно. Так, погнали. Проникновение в мастерскую. The best on the market. You can wallop them, you can burn them. Nothing will work. I bet he tested that himself. Мистер Ллойд, комбинация ко всем сейфам. Прошу впредь не запирать свои брюки в наших изделиях, иначе придется найти вам замену. Так, 00 13 05 00. То есть один код под все замки? Ты серьезно? Вау. Интересно. Вот это эпилептический шок. Indications of blunt trauma, possibly inflicted before the victim was in the safe. Bulging veins, cyanosis, bloodshot eyes, odd foaming in the mouth. Bruises, torn nails, bleeding was severe and continued at length. Clothes are not fully buttoned. Was the victim dressing or undressing? Blood on the safe door could have been left by the victim. What a rotten way to die. Yeah, what a shame. The bottle is half empty. A wine, well enjoyed. Так, и чё? Ну. Письмо. Recently used, but why would it be here? Why do I get the worst jobs? Так, химический анализ. Погнали.
Так, минус 10, нихуя себе. Так. Получается, умножаем в 2 раза. Переворачиваем. Шесть. Переворачиваем. Excellent. Excellent. Так. Do you know anything else about the dead body in the safe? Well, there is the rule of threes. You can survive 3 weeks without food, 3 days without water, 3 hours in harsh weather, and 3 minutes of you talking without air. I'm sorry, did you say something? No, very enlightening, Mr. Lloyd, thank you. Oh, actually, no. Is this code memo still valid? Oh, yes, it's the same combination code everywhere. It corresponds to Mrs. Capello's birthday, actually. In fact, during this year's celebration, I was allowed a sip of champagne. That's when I had to dry my trousers, and then I had to... Okay, thank you, Billy. Oh, actually, no. Oh, actually, no. Oh, actually, no. Have you noticed anything different about Mrs. Capello recently? Not really. She talks to me more when I start my shift. Probably because of the 100 Best Curry Recipes book I'm reading. Oh, and we've been running out of paper a lot lately, so she often sends me out to buy more for her. She's very particular about the paper we use. Only one store on the island stocks it, and it's on the other side of the town. But I'm really fast. Interesting, thank you. I don't know. What can you tell me about Mr. Capello? He's a good employer, but very focused on work, and very serious about security, of course, since he employed a night watch of my caliber. Not everyone appreciates his strict business approach, though. Store clerks don't seem to last long in the office. Good to know. Так, окей. Продолжаем здесь еще что-то делать. Why do I get the worst jobs? А, тут еще что-то есть. A concert program from 7 years ago. An Augusta La Ducha is listed as a harpist in the orchestra. Записка так. Августа сегодня мы не можем побеседовать. У меня важная встреча с клиентом. Однако меня тревожит, что ты работаешь допоздна. Это занять тебе в радость, так что поначалу я не возражал, но пришло время все обсудить. Уверен, мы сможем подобрать для тебя другое расписание. Two theatre tickets for Shakespeare's Othello. The performance is tomorrow. Have to respect the classics. Связка ключей. Наследник, дети возвращаются домой. Никола Дети, молодой наследник семейства предприятия, который последние 12 лет учился работать в Британии, вернулся на Кордону. Одновременно отъезд Араццо в Италию намекает на то, что семья планирует передать Николу бразды правления предприятием на Кордоне. Мы будем внимательно следить за развитием событий и пытаемся взять комментарий у Базилио Капелло. Врата Капелло и Детти не прекращаются более 2 столетий. И хотя последние десятилетия конфликт утих, кто еще помнит войны времен Гонзало и Виталио. Мы надеемся, что молодой ум Никола и взвешенная прагматичность Базилио помогут нам прийти к согласию.
Письмо от адвоката. Сеньор Капелло, мне сообщили, что Никола возвращается на кордон. Неизвестно, как это влияет на семейство, но Арацио решил остаться в Риме, чтобы это не значило. Интересно, настоятельно рекомендую избегать Николу. Уверен, что никто не вынудит вас отбросить хладнокровие, но неизвестно, что именно они задумали. Будьте осторожны, на кону доброе имя Бона Аль Лупо. Нальдо Илани. Жестко. Дневник. Записывай в дневнике дела несколько недель вперед. Есть пара примечательных записей. Несколько дней назад у Базилио была запланирована встреча с детективом. Две даты, сегодняшний и вчерашний, отмечены словом сейф. Well-organized workplace? Mr. Capello is the best. Okay, this chap is seriously creepy. Так, и смысл, что мы... ну окей, вот теперь мы вышли. Очень сложный замок, следов взлома нет. Кошки. Угу. Трава утоптана. The letter F is inscribed within a four-leaf clover pattern. Passe muraille. Walk through walls in French. Our thief seems rather arrogant. A comprehensive set of lockpicks, recently cleaned with no fresh scratches. Так. Четырехлистный клевер. Наверное, в ратушу. Каких-нибудь французов искать. Османы, госпитальеры, британцы. Что это? В кустах у Москвы нашел мешочек с отмычками. Их недавно чистили. В мешочке вышита буква F и четырехлистный клевер. С обратной стороны на французском надпись на проходящей сквозь стены. Наверное, род занятий. Британцы. Местные жители. Мы были где в Скаладио. Просто как вот это интерпретировать? Да, ты нашел отмычки, то есть тебе нужно это пробить. С другой стороны... Это может быть, например, преступление. Или где-то что-то писали. К вопросу. Как вот этой информацией распоряжаться? Давай посмотрим.
Ну-ка, кража подозреваемый. Кража подозреваемое орудие преступления. Фелиция Севиньо, 26 лет. Так, дворовые парни. Убежище банды расположено на Клей-стрит в центре шахтерского предела. На правой щеке шрам. Фелиция всегда по-разному объясняет происхождение, но он появился не менее 8 лет назад. Родители погибли при кораблекрушении, растратила наследство и стала на преступный путь. Несколько раз попадала под стражу. Блять, вот просто понять, типа, кража, окей, типа взлом, подозреваемый, орудие преступления, типа отмычки, да? Maybe it would be wise to take a look around outside before we enter. Ну, как бы, блядь, когда вот так смотришь, звучит... Типа, звучит правдиво. Так, Джон посоветовал держать ухо востро, когда мы окажемся рядом с преступником. Идти к ним просто так опасно. А нам нужны сведения. То есть нужно загримироваться под, типа, под шпану. Лохмотья бродяги. Уличный драчун. Ну, блядь. Я что, на драчуна похож? На импульсивно-компульсивного. Нужно шрам какой-нибудь, лицо в шрамах. Да, вот так вот шрамы сделал. Да, вот таким пойдем. Так, шахтерские... Клей-стрит. Клей-стрит. Угу. Давай с самого начала пойдем. Так, Клей-стрит, просто идем прямо. Какие трубочнику нужны сведения? Месть. Агенты. Кто-то ранен. Промота. Агент попрошайки. Хорошо. Джон оказался прав. После того, как взломщику Фелиции Севиньо увидели на весь преступление, два парня решили, что их выдала другая банда и готовит месть. Я знал, что трубочник, хромой осведомитель банды, собирает своих агентов-попрошаек. Трубочника можно найти на рынке в центре шахтерского... Так, на Маркет Роуд. Есть такое. Help me, please. It's illegal to disturb an officer without a good reason. Ask someone else. Could you help me? Ah, mate, I have to disappoint you. I know nothing. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. А, так я еще не туда... Подожди, я не туда пошел. Подожди, это... А, ну вот, да, на марке Trovo.
May I ask for your assistance? No, brother, I've never heard of this. Еще раз. Так. Джон оказался прав. Ну что, трубочник? Так. Excuse me, just one question. I can't say I've ever heard about that. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Is this familiar to you? I can't tell you because I don't know. Подожди, то есть... а есть у меня, подожди, бродяга. Ну окей. Да, блядь. Да подожди. Не говорит, что мне нужно сейчас что-то... Could you help me? I would like to help a companion in misfortune, but I know nothing about this. Can you satisfy my curiosity? I am not interested in your stories. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Подготовка к схватке. Can you satisfy my curiosity? What make you think I can be of any help? Я был уличным драчуном, мне не это самое. May I ask you something? I can't tell you because I don't know. Everyone's looking at us, Sherry. Ты точно знаешь, что делаешь? Я, блядь, я был драчуном, блядь. И сейчас таким являюсь. Просто вопрос... Если нужно прям еще вверх загримировать, так у меня нет ничего. Я вроде... самого. Шрам даже нацепил какой-нибудь, может быть. Может быть, что? Может, синяки? Синяк под глазом? Блять, ну вот так вот давай. Просто, да? Оказался прав. Взломщик лица видения, парень. Так, я узнал, что трубочка хромой осведомитель банд собирает своих агентов и прошает. Трубочника можно найти на рынке в центре шахтерского предела на марке Trovo. Рынок, собственно, вот. Марки Trovo. Can I ask you a question? I can't tell you because I don't know. Окей. Buy some clothes and help. Давай одежду посмотрим. Может быть, что-то есть? Поношенный костюм. Старый костюм. Блять, нужен ли он мне? Вопрос. Королевский, серый. Ученый растяпа. Пальто. Блять, может, наряд преступника мне, кстати, нужен? Одежда торговца. Вседневный костюм клерка. Блять, если 15, то надо задание эти делать. У меня денег нету. Блять, может, еще и повязку на глаз надо тогда? Типа косой, хромой, седой. Стильная небритость. Блять, у меня что получается сейчас? Стильная небритость, что ли? Ебать, я на стиле, получается. То есть, если так, это нужно 10 и 15. Это нужно 25. Это нужно 25. Или мне нужно... В итоге... Подожди, или мне в итоге нужно найти
Челика. Хрома. Британец, преступник учтивый. А, к тебе надо подойти. Hello, mister. I've got some information for you. Heard you were asking. Have you now? Well, let's hear it. All of them bandits are getting ready for a bruising. Sticks and guns and angry faces all round. I see. Better get the boys ready. Take this for your trouble. Oh, thank you kindly, sir. Thank you. Now we can get all of you at once. Be ready. Supposed to be Philip from London. Везде свои люди. Спор выигран. Хорошая трёпка. Так. Ну охуеть. Так, и чё? На Клей-стрит в центре шахтерского города. Чё, обратно на Клей-стрит идти? Our clothes will be worn well, take my word. Так, чё мы по итогу-то? Вот мы на Клей-стрит. Бань дворового парня убежище расположен на Клей-стрит. На правой щеке заметный шрам. Do you know anything about this? Nah, fella. I got no idea about this. А, вот, но дворовые парни, вот они. А, ну сейчас драка будет, окей. No more crime for you until next month. Да иди ты в очко. Да иди ты в очко. Да и, блядь, чел заебал. You could have kept him alive. He's all yours now. Go for it. I'll put you 6 feet under. I couldn't miss the party. Don't cry, you'll live. I'm coming. Так. А, да иди в очко. Да иди в очко, дай убежать-то, блядь. Ты ебанутый? Дай убежать-то, блядь. Нашпиговали меня, как, блядь, эту утку на День Благодарения свинцом, блин. Что за бред? Too simple. Don't cry, you'll live. Take this. Time to knock this guy out. No more crime for you. The snuff's ready. Don't cry, you live. You can overcome the brute now. Give him the pepper snuff. Хорошо. No more. The snuff's ready. Так. Don't bother moving. You've lost. Give him the pepper snuff. I couldn't miss the party. Ну вот это иногда плотно, вот такая вот херня. Ладно, на тебе, блядь, ебальничек. На нахуй.
thought we were В against... смысле? Я тебе в маску дал, блядь. Чё ты дохнешь, муха жесткая? Что за бред, блядь? Okay, I give up. В очередной раз я ему стреляю в маску, а он умирает, блин. Что это? Как это работает? This seems a better place for our conversation. I hope you're more talkative than your friends, Miss Sevigny. You can't do anything. You're not even a policeman. And I didn't do it. I didn't do anything. Is there nothing you didn't do, Miss Sevigny? Thieve for the gang, break into the Armor Capello office, kill Niccolo Detti? What? Kill? I didn't kill nobody. No, how? So you admit the rest. I suppose you won't mind explaining some things to me then. Так, давай понаблюдаем. Так, что там? Внутри отмычка. Хороший ход. Двусторонняя куртка. Интересно. На ноге следы кошачьих когтей. Жестко. Любит хвастаться, готов ко всему. Вот, блядь, готов ко всему, это мать. You were in the Armor Capello office yesterday evening, Miss Sevigny. The same place that Niccolo Detti was found dead today. What happened? How would you know? You can't prove anything? It's written all over you, Miss Sevigny. I presume you did not intend your evening to end with a fall over the railing and a fracas with felines. Need I continue? Zut alors! It was just a job, nothing else. I was asked to come. Here, see for yourself. I don't know who hired me, but I think they wanted to pin the crime on me. Poor Niccolo. You knew Mr. Detti, how? Niccolo and I grew up together. I hadn't seen him in years, then ran into him on the street, smiling with some lovely lady on his arm. And that was the last time you saw him alive? Wait, until I found him dead yesterday. That same woman was there, too. It can't be coincidence. You saw a woman in the office? Mm-hmm. She started screaming, so I slammed the safe door and ran when I saw a guard coming. When were you offered this job? Ah, mon Dieu. I don't remember precisely. I think the letter arrived around 9:30 in the evening. It sounded tricky, but the money was good. And you arrived at the office? Perhaps 45 minutes later. I am very good, sir. I was in and out in 5 minutes. I don't like lies. No, wait. Okay. It took 15 minutes. All right? Still impressive, no? Your thieving days may well be over, Miss Sevigny. Until this matter is resolved, you will remain here. Good day. Oh, Sherry, disappointing. We were putting on a show and you call it off halfway through. Так. Чё по итогу? Так. Сейчас лица находится так. Признала, что проникла в мастерскую Карпера по заказу клиента. Женщину, которая заставила... Женщина, лица не так давно видела с Николо Дети. Ну-ка, подожди, если это ты здесь. Может быть, теперь с тобой? Ты же здесь все стоишь, да? Ну-ка. What exactly was your relationship with Niccolo Detti? Who? What are you talking about? Madam, please, a young woman dedicated to her music and an enthusiastic artist. Your marriage to Basilio could not have offered all you needed. And then about 6 months ago, you met Niccolo Detti. There was a spark, you started to see each other. It brought passion back into your life. How could you... But your tryst didn't go unnoticed. Felicia Sevigny spotted you with Niccolo, but rather than cease your affair, you took care to avoid the public eye. You started working with your husband at the office, and met your lover there in the evening after Basilio departed. Billy would not notice, and you hoped neither would your husband. Do I have this right so far? Yes. I love Basilio, I truly do. But his first passion is his work. I respect that, but it left me... adrift. Niccolo. Sweet Niccolo.
He was the man I needed. If he had had any other name, I would have talked to Basilio. But he was a Detti. And your husband suspected something. I think he did. He asked questions. Billy's schedule was moved forwards. Yes, he suspected. And thus we arrive at the heart of the matter. How did Mr. Detti end up deceased in the safe? I do not know. Madam? I don't know anything about his death. Are you sure this is how you wish to proceed? It is the truth. Please, just leave me be. Так, ладно. Показания Августа Капеллы. То есть теперь можем... О, с ней уже, смотри, с ней уже занимаются. То есть, получается, мне тебе нужно идти... А этот челик находится у нас, что, внизу, да? Сколько я помню, то есть переодеваемся в... What a long day. Обвинить? Так, ну подожди, давай пока предоставим улики. Were you aware of this, Mr. Capello? Of the relationship between your wife and Niccolo Detti? Enough! I will not hear it. Augusta is an impressionable woman feeling the stress of this horrible situation. She does not understand what she's saying. I see. So, you think... I think that if you want to help, you should stop bothering my wife and find the criminal responsible. А что ты завелся-то, блядь? I'm afraid I have nothing to add to this. Not much to say. I'm sorry. Mr. Capello, have you anything to say about the burglar's claims? Not a whit. The woman is a liar and a criminal. I don't give it the slightest credence, and neither should you. А получается, я обвинить-то пока... Not much to say. I'm sorry. Another question? Another question? I'm afraid I have nothing to add to this. I'm interested in some entries in your diary that may prove important. Could you elaborate on these ones here? Bene. I won't name the detective, but rest assured that is unrelated to the investigation. It is just one of our clients. And those safe entries are about an interested party who was going to purchase the product. We met yesterday, and today were to finalize the transaction. Alas, that opportunity is no more. You've been a good help. Another question? Another question? What was your intent behind this note? This is private, young man, and hardly relevant. Its relevance, as it were, remains to be seen. My wife Augusta joined me in business half a year ago, but works late hours. I worry because I love her. What else do you need to know? I appreciate your candor. Not much to say. I'm sorry. How long have you known your wife, Mr. Capello? How is that relevant, young man? Please, I need a complete picture of all the parties involved. Consider, perhaps, the possibility that the burglar was targeting your wife. It seems unlikely, though if a Detti was out to threaten my wife... We met 7 years ago. Augusta was a harpist with an Italian orchestra. The passion in her eyes back then. I am glad she still has some of it now. And you and your wife get along well? I love her most dearly, and I know Augusta loves me. I fear someday she may be bored at work, but I try to give her all she wants. Is this note still valid? Oh yes, we use this code by default for each safe. Now sometimes a buyer may ask to see how it can be changed, but I always reset it afterwards. And the safe containing the body used the default code, I presume? As it happens, no. In my demonstration, I wanted to show the bank clerks how easy it was to set a different combination. Interesting. Thank you. I will return. Так, подожди, а кого я еще могу обвинить? То есть, я могу пока обвинить только его.
это я пройти не могу. Ее там допрашивают. А, могу бабцу обвинить. Но... я так подозреваю, все-таки, если чел знает, как поменять код и возвращать его обратно, мне кажется, все-таки этот клоун и виновен. Давай его и обвиним. Сейчас носиться что-то в это самое. Чел, ты виновен. Прикинь. I believe that I found the truth, Mr. Capello, and that truth does not show you in a good light. And here I thought I had found a bright mind. Why would I need to kill Niccolo Detti? It's simple. You knew about Niccolo and Augusta. You loved her, and the Detti and Capello conflict is well known. You had to protect your family's reputation. Ha! Any simpleton can find reasons for me to dislike a Detti, though it takes a special kind to concoct an imaginary dalliance too. How do you believe I killed him? Just threw him in the safe. Так, но при этом, да. That could have sufficed. Niccolo may have been unconscious, and you admitted you had full access to your office for most of the day. Or you could have changed the code during the day, then arrived unannounced in the evening to leave him nowhere better to hide. And why on earth would I do that? To get rid of a Detti? To force a confrontation with your wife? Either seems entirely plausible. To you, perhaps, but how would I even know when to do the deed, huh? Ну, блин, а что еще? I'll return to you later. Да в смысле, подожди. I believe that I found the truth, and it's... Да... This is nonsense. This proves nothing. How... А в смысле сейчас-то нет? Да иди ты в жопу! You've lost the plot, young. Oh, still. I don't get your decision. We did all that work, and in the end, Да иди ты, блядь, до этого два были... Что нахуй? А? Кого? Вот пытаешься наебать, черт. Ладно. Так, у нас остается раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9. Еще одно давай. Еще одно же мы сделаем. Сколько? Мы как раз 3,5. Я думаю. Еще одно дело. Так. Тем более пустой дом нам пока это самое. Давай вот какое-нибудь происшествие на кладбище. У меня нюка на сенсации. Показания репортера. Показания бродяги. Отчет. Дубище, продолжительно вампирша. Что я здесь... Жертва номер 2. Кровоизлияние. Да, что-то я вот это, кстати, происшествие на кладбище, я потерял нить событий. Вот, давай теорию струн. Давай вот это. Этот любит у нас скрипку, все дела, поэтому давай. Давай вот это сделаем.
Any progress with the case, Mr. Holmes? Переоденемся. Переоденемся. Так, где он сказал? У собора Климента. Собор Святого Климента у нас... Подожди, Елизавета. Климент. Около собора Святого Климента меня случили разъяснил объявление с просьбой в поисках украденной... Interested in some Cordona news? Check the front page. You won't regret it. Разыскивается. Кто-то украл мою старую скрипку. Если вы располагаете информацией, которая может вернуться инструмент, жду вас на Профессорс Роуд к северу от Адлер-стрит в Скаладио. Буду благодарен за любую информацию. Энтони Джонс. Так, жду вас на Профессор Роуд к северу от Адлер-стрит. Скаладио. Профессор Роуд. Что в сумме у нас Адлер-стрит? Профессор Роуд. Адлер. Вот, профессор Роуд. Все, вот сюда. I'm having deja vu. Greetings. Yeah. Would you be here about my violin by any chance? I am. I saw from your posters that it was stolen. The name is Sherlock Holmes. Very pleased to meet you, Mr. Holmes. I'm Anthony Jones. But by the sounds of it, you haven't seen my instrument, alas. But if there's anything you can do to help locate it, I'd be most glad. Just tell me exactly what happened. How was your violin stolen? Some needy soul broke into my home while I was out. The only thing of value they took was the instrument. Did you report the theft to the police? I did, but they dismissed it as Мелкая кража. Don't get me wrong, I don't blame them. They certainly have more important. Это как тот мем, вот, когда вас убьют, тогда и приходите, да? Мелкая кража. Another crime if I let some petty thief get away with your beloved violin. Let me help you find it. Oh, thank you very much. I cannot tell you how grateful I am. Oh, come inside, I'll show you everything. Feel free to look around. This cover is dusty. It hasn't been taken off for a long time. I see you've received many accolades. Ah, those are from a long time ago. These are used to intricate perform a pieces lot of in my music. youth. Quite beautiful if my sight reading holds true. The jagged bottle reeks of cheap whiskey. The thief left the bow. I suppose he prefers pizzicato. Хорошо. Clumsy of a thief to cut himself on the glass he just broke. An utterly useless theft deterrent for a glass display case. Че еще?
Что это такое? The scrap of fabric is covered in white stains. Nothing was taken except for the violin. How odd. Так, проведем для начала химический анализ. Так, минус 4, 1, 2. Два. Можем ли мы, например, сделать вот так, потом поделить, получить минус 2. И, например, нужно где-то взять 1. Вот примерно вот это. А если мы сделаем вот так вот, перевернем как раз в минус. И, например, вот эту вещь, если мы поделим, например, на 2, 1, потом перевернем. А дальше будем... Минус 4, минус гений. Есть. На ткани видны следы соли и пороха. Сломанный замок. Пинком. Так, подожди. Еще. Ага. Окей, скрипка. Ну, подожди. Anything else you'd like to know? You weren't here when the burglary happened, correct? I was tending to my wife's grave at the cemetery. I was only gone a few hours and locked the door before leaving. Does anyone else live here? No. My dear Emily died long ago. And God never blessed us with children. I used to give music lessons, but nobody visits me anymore. Так, все улики найдены. Получается теперь что, если он вышел... The trail stops here among the waste. Hello, sir. Would you like some fruit? Fresh from the orchard? I'm not hungry, but I'm looking for a violin that was stolen. Any chance you saw someone with one? Oh, yes, I did. It was sailors, sir. And they were very good customers. They ate lots of fruit and said that my donkey looks like their friend. Lieutenant Sean. A lieutenant. Did you see where they went? No, sorry, sir. I was helping other buyers. Oh, and sir, the sailors also took my donkey. So I guess they weren't very good customers. They promised to return him, but they didn't come back. My father will kill me if he finds out. So I'm still waiting here for them. Do you know Anthony Jones, the musician? He lives nearby. Of course. Mr. Jones is very kind. He never barters. Funny you ask. I'm yet to crack a smile, so pray tell. Well, the first time they came by, the sailors mentioned something about music, so I told them Mr. Jones can teach them how to play. Wait, so was it his violin? Oh. You couldn't have known they would steal from the old man. Fortunately, you made up for it with your testimony. I'll find them and your donkey soon enough. Stay put.
Так, теперь еще и осла нужно искать. Так, и чё? The donkey was being stubborn, but so were they. There we are. The first lead in our asinine chase. Жестко. One of them lost his cap. Так. И чё? Окей. А куда дальше? Ага, бананы. They certainly bought a lot of fruit from the boy. Fear of scurvy, perhaps? A pile of dung. An act of defiance. I hope it got on their shoe. Another bottle of whiskey. Так, This ну must be окей. Lieutenant Sean. The sailors couldn't get him inside the tavern. Don't forget to point the boy to his donkey on our way back. Они что, захотели осла пустить на барбекю? Устроил дебош в таверне. Полиция не помогает. Игра в карты. Да блять. Громят таверну. Буйные матросы. Есть такое. Несколько буйных матросов устроили погром в таверне «Мокрый ус». Они взбешены и опасны. Удивительно, что посетители боятся попасть под горячую руку. Так, Джон напомнил мне, что на обратном пути нужно рассказать торговцу, где осел. Окей, хорошо. Я правильно понимаю, сейчас нужно... Сейчас разборка начнется. Судя по тому, что мы видели, там разбойников было штук, ну, 5 максимум. Сейчас посмотрим, сколько их здесь будет. Don't cry, you'll live. Да в смысле? Ну зато хедшот, ладно. No more crime for you until next month. Give him the pepper snuff. Но это уже какой? Это 5-й. Don't bother moving. You... The snuff's ready. Take this! I'm coming for you. Ow! Ow! Too simple. Give him the pepper snuff. I'm coming. У них тут, блядь, как будто целый корабль высадился. No more crime. The snuff's ready. Take a rest, my friend. Give him the pepper snuff. No more crime for you and... The snuff's ready. Don't bother moving. Give him the pepper snuff. Есть контакт. Well, they left me no choice. Руки I в think I might be крови. nearing intoxication myself just from the smell of them. Так, похоже. По итогу. Так, теперь, когда никто не буянит, можно приступить к поиску скрипки. Ну да, теперь
заметно тише. А мы здесь должны ее искать вот нас. А, ну вот. Бля, реально скрипка. The maker's stamp suggests it was made by a student of Pressender. Quite a lovely instrument. And somehow, after all the mayhem, it's still in one piece. Давай расскажем мелкому пиздюку, где... I found your donkey. It's not far from here, outside the Wet Whiskers Tavern. You'd better go after it before someone decides to borrow it again. Thank you, sir. I'll be quick as a flash. Hey, Yusuf, please look after my cart, okay? And don't eat anything. Well, you can have a couple of grapes, but only the small ones. Well done. I look forward to the beautiful Хорошо. Так. Это мы сделали. Теперь, собственно, возвращаем инструмент. Here's your violin, Mr. Jones. It might have gained a few nicks and scratches, but considering what it's been through, it's a miracle that it's still in one piece. God bless you. I am deeply in your debt, Mr. Holmes. The scratches don't matter. They are like scars, each telling a story. It is the sound that matters. Oh, you should hear her sing. It would be my pleasure. This melody, Sherlock. Don't you recognize it? Look up, Sherry. There used to be an attic up there. We used to sneak in from the roof and listen to Mr. Jones play when we were children. You should tell the old man the truth. I think it will mean a lot to him. Bravo. I'd forgotten how beautiful a violin sounds in the skilled hands of a virtuoso. That melody, it brought back some memories. I have a confession to make, Mr. Jones. As a child, I used to sneak into the attic above this very room and listen to you play. Spellbound by the music. Oh, so that was you. After my wife's death, it was difficult to pick up the violin again. But knowing someone was listening helped me persevere. In fact, a young man like yourself could breathe a second life into this instrument. It's a remarkable outlet for one's emotion. You should have it. I can't accept that. And, well, I don't play. It's never too late to learn, Mr. Holmes. The way I see it, Скрипка как волшебная палочка Гарри. Давай. take good care of her. Sherry, I'm really glad we helped him. Окей. Первая скрипка. Хорошо. Дело закрыто. Так, ну что у нас? Можем сейчас пойти что-нибудь купить, получается. Получается, здесь мы купили все. Здесь мы скупили. Давай еще раз вот сюда. Здесь скупим, что осталось. Снова тут... А, здесь картины. Бля, тут дорогие так-то картины. Блин, все равно еще 20-ку нужно. Так, получается, тут у нас осталась одна. Вот, теперь в маминой комнате все как было 10 лет назад. Давай вот теперь вот это посмотрим. Мамина комната, она сверху слева. Там 2 комнаты осталось.
I hope this child will find his place in the world. He has great potential. Так. To be or not to be, that is the question, whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and не arrows эта of комната. outrageous fortune. Получается еще вот это. Oh, the room looks nice now. It's comforting to see the way it was meant to be. Так. Мама старалась. My mother always preferred to spend her rare moments of lucidity with me. That's true. She even stopped Mycroft from joining you. Remember? I do. He didn't show it, but he was upset. I think Mother paid more attention to me because I was younger. Матушка Шелл старалась проводить с ним те редкие минуты, когда была в ясном уме. Увидев, что мы готовы к выступлению, она помогала нам нанести грим перед зеркалом. Марк хотел присоединиться, но мать не позволила. Он не подвел виду, но его это сильно задело. Вайлет всегда уделяла Шерри больше внимания, потому что он был младше. Так, окей. Так, получается, что у нас остается? Охотник за сокровищами. Я даже думаю, еще одно можно сделать. История пустого дома. Давай вот это сделаем. С чужого плеча на Арно и Скарлетт Стрит. Сколько у нас получается, мы уже... Ну, вот как раз там 4 с копейками будет. Пойдем еще одно сделаем. Так, перекресток Арно и Скарлетт. Арно и Скарлетт. Так, Арно и Скарлетт. Так. Арно и Скарлетт. Стоит памятник легендарному пирату по имени Карим Серебряная Рука. Да, вот. Karim of the Silver Hand, the pirate with a golden heart. I told you I remembered him. Hey Sherlock, I'm up here. Guess what I've found? A riddle, and it's about a treasure. Listen to this. What? John, you've surpassed yourself. На памятнике нацарапана загадка. Их несколько, и Джон считает, что они приведут нас к утерянным сокровищам Серебряной Руки. Кстати, про драчунов. Продолжение истории про драчунов, я так понимаю, да? Серебряная Рука. Вы понимаете, почему серебряная. Первая загадка. Чтобы древние пиратские сокровища сыскать на перекрестии Ever Road и Crooked Street, нужно встать. Найдите глазами мечеть, и на первой ступеньке слева... На первой ступеньке слева сверни, двор, где находится колодец, желаний найди. Так, Come on, Sherry, this is just like the old days. Sherlock and John on a pirate's treasure adventure. Ага. Так, перекресток Ever Road и Crooked Street. Ever Road и Crooked Street. Ever Road и Crooked Street. Ever Road. Это вообще здесь? Ever Road и Crooked Street. Ever. Мне кажется, это вообще не здесь. Так. Ever Road и Crooked Street. Блин, если это даже не здесь... Ну-ка. Ever Road. Ever Road. Ever Road. Я что-то что-то не помню. Ever Road. Ever Road. Ever Road. Ever Road.
Окей, не Эверроуд. Что еще? Крукет стрит. Крукет стрит. Эверроуд, Крукет стрит. Крукет стрит. Эверроуд, Крукет стрит. Эверроуд, Крукет стрит. О. Эверроуд, Крукет стрит. Окей. Окей, alright. Так. Еще раз. На перекрестье. Встань. Найдите глазами мечеть и на первые ступеньки слева сверни. Типа мечеть вот. Если это вот перекресток Крукет и Эвер. Мечеть. Да. Сверни на первые ступеньки. И колодец. Опа. Так, есть контакт. Вторая загадка. Спеши, ведь негоже зря время терять. Пора на восток от старых развалин шагать. Там арка из камня давно тебя ждет, что издавна древних покой бережет. Пора на восток от старых развалин. The treasure is real, but tell me, John, how did you even guess there would be something on top of the monument? Didn't I ever tell you about my psychic abilities? I should have. I even know where we ought to go next. Пора на восток от старых развалин шагать. А где у нас старые развалины? Сторожевая башня. Типа вот это? Типа старых развалин. Вот, развалины крепости Святого Духа. Окей. На восток. Там арка из камня давно тебя ждет. Окей, развалины. Пошли к этим развалинам. И на восток. Ист это туда же. Вот мы идем, в принципе, на ист. Арка. Но это не та арка, это мы еще далеко. Вот они, типа, старые развалины. Нам нужно от старых развалин на ист. Если вот оно вот так вот, да, допустим. Salty breeze, old ruins, dusty roads. Do you recall clambering over these walls as a child? Там арка из камня, что издавна древний покой бережет. Ну, условно говоря, да, если вот это развалины крепости духа. От старых развалин. Развалины. То есть не вот это какая-то сторожевая башня, столб ножей, караван, мечеть. Окей. Вопрос, чей покой? Ну вот, например, арка. Не понимаю. Типа от старых развалин на восток. На восток это прямо туда, но я не могу туда пройти. Держу в курсе. То есть вот развалины на восток это туда. То есть мне нужно... Да, вопрос, как мне туда? Подняться я не могу.
Есть вот типа арка. Ну, типа здесь я нигде ничего подняться не могу. Что там за текстурки? Там какая-то херня. А, старые развалины вот еще есть. И на восток тогда вот по этой дороге. Так, я тебя понял. Серьезно? Are you fucking seriously? Ебать, тут что это? Любимая, я подарю тебе вот эту звезду. Так, и где? Тайник. Где тайник? Где тайник? Подожди. Я нашел тайник. Ага. Нихуя себе. Последняя загадка. На этот раз ясный я дам ориентир. Могучее дерево у старых развалин. Несметный богатств у него не найдешь, иное сокровище ты обретешь. Могучее дерево у старых развалин. Ну, типа старые развалины, могучее дерево, идем туда. Там нас ждет тоже какое-то задание, кстати. Могучее дерево у старых развалин. Блять, ну тут тело. Подожди. Могучее дерево у старых развалин. А какое у нас? Вон то могучее дерево. То есть у старых развалин. То есть явно не здесь. Могучее дерево у старых развалин. Давай поднимемся наверх. Там вроде что-то было. Вот, да. Сокровище, тайник. Лупа. Жили-были Лупа да Пупа. И работали они на одном заводе. Но однажды при получении зарплаты им что-то там напутали. И Лупа получил зарплату за пупу, а Пупа за лупу. Sherry, you really need to learn to let miracles happen. The whole world is one big, unresolved, chaotic miracle. But they will become sequential if you take a closer look. I do remember what Mother told us, but that explains nothing. Just let things happen. Сидишь такой 200 IQ, мозги напрягаешь, думаешь, сейчас тебе миллионы, миллиарды дадут. Ну или хотя бы квартирку в центре города. Нет, тебе дают за лупу. Хорошо. Хорошо. Сойдет, сойдет. Сокровище серебряной руки. Ну я же говорю, как говорится, как рукой поработаешь, такой серебряной она и станет. Все, в принципе, в рамках приличия. Так, на следующий стрим у нас остается основное. Это святые грешники.
И остается раз, два, три, четыре, пять. Блин, с другой стороны, я бы... Блять, может еще одну какую-нибудь сделать? Охота за сокровищем. Блять, еще какую-то одну охоту. Понять призрак, сумасшедшие бродяги. Но пустой дом это нужно покупать, получается. Сколько у нас вообще денег, скажите, пожалуйста. 26. 26 это... Подожди, картина стоит, по-моему, 25. Давай еще купим. Еще картину купим. Landscapes and my goods will brighten up your house. За 20. Enjoy your purchase. Во, реставрация комнаты, отлично. Во, отлично. Моя комната. Теперь моя выглядит комната так же, как 10 лет назад. This portrait was painted some time before my father's death. I would guess it's the only depiction of him that remains. I can sense an incoming memory, Sherry. История пустого дома, ачивка, окей, то есть мы и это выполнили. Ну тогда все, тогда точно мы... I was so frustrated to find only one bed in this room. Mycroft initially refused to bring another for you, but after a week-long dispute, he gave in. What a stubborn man. How well do you think he would sleep without a bed? Вскоре после переезда поругались с Майкрофтом. Мне нужно было где-то спать, но в нашей комнате кровать была только одна. Моего возмущения не было предела. Убедить старшего брата было непросто, но после недели споров Майкрофт наконец-то уступил, и я стал гордым обладателем отдельной кровати. История пустого дома — дело закрыто. I will need a proper outfit to match this. Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. Блин, я когда раньше геологию изучал, у меня до сих пор где-то, если поискать, тоже всякие образцы минералов, горных пород, там песка и прочие лупы за лупы. Есть. Где-то на чердаке все это лежит. Так, тут 4 из 4, тут ничего. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it. You do miss her. I do. One of your early sketches of me. And a rather unflattering one at that. Just look at my nose. I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch. Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such a tool behind. Получается, здесь тоже все. Отлично, тогда я думаю, следующий стрим у нас по Шерлоку будет заключительный. У нас остается последнее DLC. Это у нас как раз святые грешники. И остается, пробежим вот по вот этим приколдесам. Охотник за это, сумасшедший бродяги, стрельба вслепую, на кладбище. И там еще будет, по-моему, ряд расследований с участием полисменов. В общем, как-то так. То есть мы, получается, здесь у меня ничего нету, да? Тут мы все скупили. Продают дешевых товаров, да. То есть максимум, что мы можем поскупать, это... дешевые раритеты. Кстати, здесь тоже что-то можно. Ну, судя по тому, что мы закончили вот эту штуку, оно, в принципе, нам не нужно. Ладно. Сойдет. В общем, господа, давайте сохраним. Сюда. Все, на этом мы закончим. Всем спасибо, кто был. За лайки, за дизлайки, за просмотры. Не забывайте на канал подписываться, на соцсеточки, фолловиться на Twich, Trovo. Завтра у нас... А что у нас завтра? У нас завтра с вами Ханкай, скорее всего, утром. А вечером как раз DLC будет Холмса. Будем делать прям финальный финал. В общем, второй день у нас без танка, господа.
Все, всем еще раз спасибо. Буэнос тардос, буэнос ночес, адиос амигос. Пока-пока.